красавица. Приятное упругое тело. 9 ноября. Лисичкиус обыкновениус. Это косян, полынь. Бей, бей, бей. Целый? Мы будем играть по наитию. Готовая шутка был. Ну что-то это место мне, Димыч, напоминает. Вот ты и съел. Цвет, да? Как форель может быть некрасивой? Что за чудо это? Я дежурный по апрелю. Салют рыбачкам. Мы в лесу. Находимся на опушке. Приехали на рыбалку. Приехали уже вчера. И успели ночью поставить лагерь. Здесь у нас стоит баня, шатер, брикеты. Баню хорошо на брикетах топить. Очень классно горят. Вот такая у нас здесь опушка. Зимняя палатка с отопителем. Тут я сплю. Там Костян, там Димон. В такой большой палатке. Сейчас уже очень поздняя осень на дворе. Вот наш отопитель, который дает нам комфортный сон, а также мы переодеваемся в тепле. Димыч уже собрался. Уже 2 часа как собрался. Покажи свой новый подсак, Димон. Ну, такой белесый подсак. Нахлостовый. Нахлостовый. Ловить будем не нахлостом. Костян, поздоровайся. Здравствуйте. Вот. Хорошего здоровья вам. Шатрик. Добрых вечеров. И ночей. Ну, у меня, слава богу, не город. Но все равно готов без рыбалки куда-то ехать. И это вот, ну, такой прям отдых душой. На 2-3 дня вот, ну, снять какой-то домик. Ну, как бы, ладно, у мелких там школа, но с родителями договорить. Короче, ребят, вчера мы не стали ничего особо снимать. Пожарили сосисок, помылись в бане и пошли спать. Потому что уже было очень поздно. У нас лагерь был только в 11 часов установлен ночи. Ну давай, за выезд на природу. За рыбалку. За рыбалку. Собрали мы спиннинги. Костя остается в лагере. Он будет собирать, не знаю, получится у него это или нет, грибы. Потому что все-таки уже середина ноября, и грибов, возможно, особо никаких нормальных не будет. А мы с Димоном пойдем на речку ловить на спиннинге рыбу. Давайте я вам покажу, где речка. Вот, от нашего лагеря такая тропиночка есть. Мы тут вчера спилили, бревно нам мешалось. И вот речуха, ребят, посмотрите. Какая симпатичная речуха. Вот у нас тут спуск к воде. А там дальше, видите, очень красивый утес. Со струей. Здесь ступенька. Опять струя. Не могу сдержать улыбку никогда, когда прихожу на речку и вижу, что уровень воды более-менее нормальный. И вода более-менее светлая. Я боялся, что будет высокий уровень и мутная вода. Ой, класс. Не знаю, что поймаем. Не спустилась ли рыба куда-нибудь? Уже на какие-то ямы. Но попытаемся. Димыч у нас одет сегодня от компании. У тебя опять разные вейдерсы, да? Ну, все. Вейдерсы с Кровпалис ЛВ, боты тоже с Кровпалис ЛВ.
Ну и куртка тоже, скруф, палец. Дим еще каждую рыбалку новая одежда. Но он у нас этот, модник. Но, кстати, есть бренд, которому мы не изменяем, да? Но этот бренд, да, да. Всегда какой-то элемент присутствует. Ладно, все, ребята, погнали на речку. Ух ты, какой красавчик. Я? Нет, спиннинг. Ну ты тоже, конечно. Все, Костяныч, давай. Давайте, парни. Ну что, до темноты вас не ждать, да? Ну, до сумерек. Сейчас мы еще что-нибудь забудем, вернемся. Ага. Ну возвращайтесь на обед. Уходят наши. А мы остаемся. Пойдем за грибами. Давно хотел выбраться. Блин. Середина ноября скоро. Сегодня 9 кажется. Мошки летают. Кусают меня какие-то мошкара, какая-то мелкая. Вредная. Тепло. Наверное, плюс 8-10. Красота. Я тебе сейчас расскажу одну историю, да, когда я познакомился с хозяином этого дома и этой земли. Он рассказывал в далеком-далеком детстве, когда его там дети приезжали сюда в гости к нему перед Новым годом. Один из годов был, они приехали, и эта сосна была маленькая-маленькая. Ну, знаешь, вот такого там, допустим, метр-полтора размера. И они приехали, маленькие, вешали игрушки елочные на эту сосну. И потом эти игрушки сохранились до сих пор, до наших дней. И смотри, как сосна выросла, и игрушки остались. Ничего себе. Угу. Вот это да. Да, прикольно на самом деле. Может быть, где-то наверху тоже есть, или там были, да. Ну, сам понимаешь, все равно история. Сколько лет, там, десятилетий, 20, может, 30 лет они здесь. Ну, пошли на рыбалку. Ну, Интересная пойдем. история. Погода прекрасная. Даже будет, возможно, сегодня солнышко проглядывать. Это лиственница? Лиственница, да. Идем по такой дорожечке вдоль леса. Идти нам нужно около 2,5 километров, может чуть меньше, вниз по течению. Отрезок, который мы должны пройти по реке до нашего лагеря и чуть выше, будет составлять сегодня около 5 километров максимум. Будет приятно возвращаться с рыбалки, зная, что нас ожидает банька, ужин и Костян. Причем возвращаться ровно в точку, где лагерь. От речки Это вообще буквально классно. 20 метров до палатки дойти. Завтра у нас будет другой участок. Сегодня мы идем с нижней точки к лагерю. Завтра будем идти от лагеря вверх. Челюсть. Ты знаешь, кто это? Тираннозавр? Нет, это волк. Зубами щелк, но не вышло, да? Крутани в другую сторону. Офигеть, крупное животное. Ну что, пойдем по его следам. Вот кабаны нарыли, смотри. Летом у них затишье было, да? Сейчас Ну да. Пока Дима там разговаривает по телефону, покажу вам спиннинг. Многие спрашивают все время про спиннинг. Вот такой вот спиннинг. С карбоновой ручкой. Этот спиннинг от Daiwa. С карбоновыми кольцами. С карбоновой ручкой. Вес спиннинга 60 грамм. Катушка Ванпорт с 2000 шпулей. Шнур 0,6 ПЕ. И флюорокарбон 0,2
Маленькая застежка. Ну вот, начну с 5-граммовой колебалки Смит. Хорошая колебалка. Длина спиннинга 1,85 м. Форельная палочка. Тест спиннинга от 0,2 до 4 грамм. Почему такой выбор? Потому что река и там форельная. Форель и хариус. И бобры. Будем ловить форель и хариуса, ну, пытаться. Также в этой реке есть окунь, щука, есть также кумжа. А так не видно, в общем-то, да? Без телефона, смотри. Вообще. Класс. Он прям нам позирует. Угу. Молодец. Блин, смотри. Телефон смотри. Ого. Ничего себе. Офигеть, смотри, какой он. Смотри. И вот он стоит в этих балконах. Ой, это не еще один, это один, этот больше еще, по-моему. Это другой, да? Слушай, Этот еще больше. смотри, какой он. Вон он встал и стоит, смотри. Угу. Качается там что-то по этим Ну, камням. это, Ну, может быть, это там нерест, тоже не- это да, нерест. Да. А рядом, мне кажется, еще один был. Нет, это вот он один такой большой. Знаешь, сколько здесь этих кумшевых сосей, смотри. Торпеда такая. Офигеть. И опять на эту мелкую. Угу. Они там... Смотри. О, вообще прикольно. О, пошел еще ниже. Смотри, как он. Нет, там и останавливается, видишь? Нет, так он тут останавливался. Вон. Сейчас он еще дальше. Не, ну вообще как бы... Смотри. Вообще просто. О, смотри. Ну попозировал, будь здоров. Ты смотри. Класс. Пошел в яму. Но это другой, этот больше, Это видишь? другой, да, другой. Все, пошел в струю. И очень редко попадается лосось. Лосося мы здесь ни разу не ловили. А кумжа периодически попадается. Так что если сегодня повезет, то мы увидим интересных и красивых рыб. Началось бездорожье. Трава выше головы. Надеемся, что на реке мы сегодня будем первые, потому что, как уже я говорил неоднократно, на форельной реке желательно оказаться первым. Как красиво выглядит, да, Дим? Вода более-менее светлая. Ну да, не мутная, но высокая. Ну, ничего страшного, будем. Начинают трястись руки. Что, пройдем ниже по течению метров 300, Пойдем да? вот за этот поворот, смотри, там тоже утес. Да. Вот за него пройдем. Смотри, какие сейчас ярко выраженные струи есть, да? Да, пойдем. Будем писать. Сейчас будем переходить реку, идти еще за тот поворот, но пока не распугали, тут пару забросиков надо сделать. Заодно леску выровнять, да? Слежавшую. Слабину убрать. Да. 100% удар был. Удар был? Там, струя. Прикольно. 100%. Прикольно. Яма солидная. Резинки с собой у тебя? В какой-то момент надо будет попробовать. На этих углах надо будет.
выход Хариусочка был. Поставлю вертушку. Пока выходов нет, поэтому постоянно меняю приманки, цвет, форму Сколько? и размер, колебалки и вертушки. Воблеры пока еще не пробовал, но попробую. О, есть. Что это у нас там такое? Слушай, а ты можешь мне в мейле это написать? Форелечка. Я просто тогда перешлю там, соответственно, каким-то. Да? Все, Олег, спасибо большое. Давай, да, пока-пока. Ну, спасибо. Спасибо. Я вначале хотел тебе предложить, ну, типа, давай, кто первый поймает. Ты там долги не отдаешь. Тихо, пусто. Решил я пройтись, прогуляться. И так воздухом подышать и за грибочками присмотреть, за местными. Тут в ближайшей еловничке прям есть круги рядовки серой, но она не очень интересная. Пойду поищу что-нибудь повкуснее. Может, зеленушек найду, может, фиолетовую рядовку найду, может быть, лисички. Все сейчас. Сейчас еще тепло, еще есть шанс найти даже боровики. Видите, какие грибы, как их тут много. Это какая-то рядовка или говорушка. Но я пробовал нюхать их. Она такая, во-первых, очень нежная. Пахнет мылом, припахивает. Не очень она нам интересна, но много ее здесь. Вот. Вот. Вон там круги. Дальше. Круги, круги, круги. Весь лесочек вот этот маленький, он весь усыпан этими грибами. Но, к сожалению, они нам не нужны. Идем дальше. Обожаю ходить по такому тихому осеннему лесу. Есть такая шутка даже. Не знаю даже, что я больше всего люблю. Жареные грибы или просто ходить с ножом по тихому лесу. О, красавчики, смотрите. Много грибов будем находить. Это очень интересно. Буквально отошел немножечко я. 100 метров от лагеря. И вот, смотрите, какая-то шляпка у меня здесь. Интересная. Что это такое? Сейчас посмотрим. Что это за шляпка? Ага. Но надеялся, что была немножко шляпка похожа на боровика в траве. Но это не боровик, конечно. Это не пахнет почти. Да. Какой-то осенний гриб. Непонятно, не берем. Идем дальше дышать лесом. Прелой листвой, сыростью. И наслаждаться красотой. Смотрите, какая красота. Сейчас покажу. Река делает поворот здесь. О, водичка какая прозрачная. Темноватая, но прозрачная. Вон дно даже видно. Поворот и он туда уходит. Далеко.
Парни уже кайфуют на реке. Это и мы кайфуем. Вот было бы круто на ту сторону перебраться. Там лес такой прикольный. Здесь-то что-то полянки какие-то непонятные. Но вейдерсов у меня нет. Буду ждать Саню, чтобы он перенес меня на себе. Ребят, вот эта вертушка часто выручает. В Швеции я ее купил, потом оборвал. Барблекс какой-то. И вот смотрите. Рублекс. Раблекс. Раблекс второй номер, вот эта вертушка. Она просто космически работает. Бывало абсолютно пустая рыбалка. А эта вертушка прям ставишь и пошло дело. Не знаю, что ей в ней нравится. Вот. Но она очень хорошо работает. У меня есть все размеры, начиная с единички, заканчивая 5. Правда, стоит сказать про эту вертушку следующее, что на стоячей воде эта вертушка не работает от слова совсем. Она не крутится. То есть крутится, но очень плохо. Как-то неправильно. А она чисто для течения. Стримовая, так сказать. Форма у нее. Вот именно в этой расцветке. Сборка такая. Шарик у нее здесь. И крючок, видите, он закреплен на таком гвоздике. На маленькой оси. То есть не на колечке сзади болтается, а на оси. На течении работает как против течения, так и по течению. А на стоячей воде, совершенно на нее ловить неинтересно. Будем пробовать на нее продолжать. Единственное, что не знаю, есть ли у меня с собой больший размер, потому что все-таки мы хотели бы поохотиться на кумжу. Для кумжи вроде как маловато 2. Причем эта 2 не такая, как у Мепса 2. Это их фирменная 2. То есть она гораздо меньшего размера. Что-то поклевывает, это уже прекрасно, да? Да. У меня удар, у тебя поклевка. Стояла рыба здесь вот, на вот этой струе. Конечно, невозможно удержаться и не закидывать за камни, в промоины за камнями, но, как показывает моя практика, это летние места. Поздней осенью они почему-то не работают. Работают больше выходы с ям, сами ямы. Ямы мы будем пробовать также обкидывать на резину, на джиг. Часто бывает, когда так под корнями в промоинах можно в отвес поймать форельку. Что-то не было ударов. Здесь маленький ударчик был. Давай. Вот, не, здесь. Вот.
Ну, нихуя, просто кинуть. Дрова возили. Смотри. Смотри. Давай, смотри. Мяч селект или нет? О, молодец. Угу. Как мы и хотели. Водичка. Вот там я щуку поймал. Угу. Ну тут надо хорошо обловить, и Пошли вниз. я думаю, что И привал. привал потом сделаем. Ну и на резину надо половить, Димыч. Это место вообще бомбическое. Смотри, как красиво. Красиво. Ага. Камни там, что Камень, ли? да, у меня тоже было. Ага, Димыч. Было, да? Да. О, есть. Хорошая. Хорошая. Да, Смотри, в струе, да? в струе, да. Приятная рыбка. Какой красивый цвет, Димыч. Офигеть. Ну вот и рыбинка. Вторая. Ну, это уже покрупнее, такая 30-очка примерно. Но мы целимся на более крупную рыбу. Мы ищем кумжу. Но если такие форели будут попадаться и крупнее, то это будет прекрасно. Вот там в затишок кинул, сбрасывал по струе. Здесь был ударчик. И второй заброс сбрасывал, и прямо вот в струе, в самом клине, вот в этом клине, вот здесь и взяла. Приятная, хорошая, красивая, ярко-желтая вертушка у меня сейчас установлена. Я переменял много сейчас приманок и поставил опять же ту же полосатую Rablex, но уже следующий размер. Сейчас посмотрим, что это. Это у нас троечка. Вот такая замечательная вертушка, ребят. Не раз выручала, блин. Перепробовал сегодня, ну, где-то 15 разных приманок. С собой у меня штук, наверное, 50 разных. И по типу, и по цвету, и по размеру. Но из там порядка 15 вариантов, которые я сегодня пробовал, блин, работают эти. И вот уже второй размер работает. Второй сработал, сейчас третий сработал. Продолжаем рыбалочку. Погодка, блин, такая тихая, теплая осенняя погода для ноября, просто сказочная. Сейчас мы выходим к утесу, к большому песчаному утесу с завалами. Возможно, там будет щучка стоять. На кумжу мы там не надеемся, там слишком спокойно. Кумжу будем искать примерно в похожих местах, но поглубже. Поглубже и немножко потише течением. По крайней мере, на этом отрезке именно такое место здесь и срабатывало. Шел и увидел под елкой
Вот такие здоровенные старые грибы. Может, на камеру они кажутся небольшими, но вот, смотрите. Смотрите, вот моя ладошка. И здоровенный гриб. Что это за гриб? Опять же непонятно. Похоже на старую какую-то волнушку, нет? Или на рыжик старый. Но нет, не рыжик, точно. Может, млечник какой-то? Нет, не млечник. Ну, такой плотненький. Ножка плотненькая. Шляпка такая. Ну, влажный очень, конечно. Ну, тоже не наш, не заготовочный вариант, поэтому проходим мимо. Напомню, ребят, что сейчас идет середина ноября, приближается середина ноября. И посмотрите, что в лесу творится. Как это может быть? Цветы цветут. Гуляю, гуляю, даже ветра нет, тепло, жарко даже стало. И тут решил заглянуть в ельничек. Такой ельничек растет на берегу. И вот что меня встретило. Такой вот ельничек. Тут травы нет, потому что там в поле вон, травище, мокрое все. Там грибов даже искать бесполезно. А тут меня встречает несъедобная, но очень красивая. Смотрите, как вырос такими. Трутовичок какой-то полосатый. Ну, не симпатяга ли? Красота. А снизу он еще какой-то. И вон там еще другой. Ниже, смотрите. Вот такой маленький пенечек облюбовали 3 вида грибов прям. По иголкам рассыпаны маленькие грибочки, но, скорее всего, это тоже не наш вариант. Но хоть посмотрим. Забрел в ельник. Ищи грибы. Смотрите, какая россыпь. Прям огромная россыпь. И вон туда продолжается и продолжается. Здравствуйте, друзья глюциногены. Вот вы какие. И огромный круг по всему ельнику. Новых впечатлений и так достаточно. Нам глюциногены не нужны. Не ешьте такие грибы. Ушел я из поймы и дошел до лесочка. Косогорчик тут такой вверх. И интересно, сразу изменилась ситуация. Смотрите, какая красота. Вот не уверен, но может быть это зимний опенок. Фламулина, которая называется. Я сорву один грибок. А телефона у меня с собой нет. Сорву один грибок. А их тут под листвой прям вон. Много очень. И если что, приду там попозже или завтра. Вот уже интересное что-то, да? Спряталась. Вот его и сорву. Пахнет хорошо. Пахнет грибами. Положу, уточню. Место запомнил. Не знаю, метров 20, наверное, высота обрывчика. Может и меньше, кажется так. Метров 12. Трутовик. По-моему, трутовик лакированный. Могу ошибаться. Это очень полезные грибы. Все трутовики, многие из трутовиков помогают бороться с раком и другими болячками. Грибная охота в самом разгаре. Опять трутовички. Вот. И вон еще. А тут вот какое-то чудо начинает расти. Непонятное. Какие-то оленьи рожки. Но сейчас совсем-совсем маленькие. А наш путь ведет нас дальше в лес. Там только что был небольшой всплеск в струе. То ли фореленок, то ли хрюсенок
небольшой. Опять ставим маленького, второй номер. Или это даже не второй, что это? Ну, это первый номер. Поставим первый номер. Ага, вот она, есть. Выскочила из травы, ребят. Ну ничего себе. Фореленок, хариусенок. Такая форелина хорошая. Так, ну рыбка есть. Это радует. Атаковала 2 раза. Сначала я видел атаку. Она вышла из травы. Промазала. Погналась сзади. Обогнала и атаковала 2-й раз. Я замедлил проводку. Сейчас отпущу. Тихо, тихо. Спокойно. Подожди, Катя. Сейчас, погоди. Успокойся, дай мне крючок взять. Не хочу особо брать ее. А, я под саком могу взять. Потому что сейчас очень холодная вода. И рыба может получить ожог от моих горячих рук. Ага. Давай. Не знаю, ребят, может мне стать амбассадором этого бренда блесен. Напишите им в компанию. Скиньте этот видос с таймингом. Пока что все 3 рыбы пойманы на Rablex. Первая рыба на 2-й номер, 2-я рыба на 3-й номер, 3-я рыба на 1-й номер. Работают все размеры. Но напомню, на течение. Вот какое-то насекомое. Какое-то насекомое летает, несмотря на позднюю осень. Повторюсь, тепло на улице. 9 градусов тепла, блин, ребят. Кайф, просто вообще кайф. Первые забросы у меня не срабатывали. Вот они такие были, как этот. Бестолковые немножко. Надо ближе к траве. Она выскочила вот из-под этой травяной крыши. Стараться, типа как бы она рядом со струей стояла. Вот струя идет по центру, а рыба стояла в траве в засаде. Вон насекомое на поверхности. В принципе, даже, наверное, нахлостом можно в это время года на сухую муху ловить. Нахлостом-то можно круглый год, но на сухую муху в это время года уже не очень эффективно. Но сейчас насекомые есть. Я не знаю, то ли вот мне на 1-й номер продолжать ловить, то ли поставить 2-ечку. 1-й номер позволяет делать медленную проводку. 2-й номер нужно чуть быстрее вести, по течению, если мы говорим. Но у 1-го номера есть косячок. Она легкая, и ее не очень хорошо закинуть на 0,6 ПЕ. Это надо более тонкий шнур. Палка-то располагает к этой блесне. Ее тест позволяет во время заброса отрабатывать, пружинить. И во время проводки тоже. Поставил 2-й номер. 2-й номер в этой струе даже чиркает по дну. Приманка более тяжелая, идет более глубоко. Обработаем полностью всю эту кромку береговую, вплоть до почти до самого утеса. Надо прокидать. Единственное, сейчас я отсюда, с этого места,
Сделаю пробросы максимальные. Потом перейду реку и буду обрабатывать оттуда уже перпендикулярными забросами. Струя хорошая, длинная. На такой струе может быть несколько рыб одновременно. Форель такая штука. Бывает, что под буквально одной корягой, под маленькой корягой в ямке глубиной 60 сантиметров стоят 3-4 форели одновременно. В одном из видосов даже вот в этом вот есть момент вот на этой минуте, где прям с одного дубля я вытащил, не знаю, 3 или 4 форелей, я уже не помню. 2 из которых были прямо такие. Одна была больше 40 сантиметров. Хорошая рыба. Посмотрите это видео. Мы там с Димоном, конечно, налупили и форелей, и хариусы у нас были, и щуки. Обалденный видос. На одной из самых красивых форельных рек Латвии. Обязательно гляньте. Ну, судя по просмотрам, и ролик понравился. Зашел. Жили мы там в избушке в лесной. Классно было. Опять из-под травы, ребят. Побежала. Под самую-самую кромочку бросаешь. Там стоит форелька. Вот там вот. Но не засеклась, хорошая, ну, может, 30-35 тоже, да? Ага. И одна тоже, 15-20. Там ниже, да? Да, там поворот, где тоже дерево это поваленное. Угу. Под деревом стояло. Там яма, блин, слушай, будь здоров. А у меня здесь в струе вот тут 30-ка из травы вытащила. Ну, именно из травы. Она выскочила, промазала, гналась за блесной, обогнала, развернулась и взяла. Прям... А, слушай, хариус там прыгает. Это не хариус, это форель. Вот тут были эти выходы, я думаю, блин, хариус. Прям выпрыгивает. Да, хариус, думаю, поставил первый номер. Вообще, даже не эту, а вообще супер малюпасенькую. Но именно эту полосатую. Бах, есть. Там облавливал? Пока ждал тебя, не облавливал. Давай, не ходи. Давай обловим. Ладно, давай я попробую. О, и, блин, видел, какой удар у меня был, Димыч? Блин. Не, ну понятно, здесь есть. Офигенный, блин, удар. Поймал просто. Вот сам. Да, заходи сюда ко мне правее. Удар просто офигеннейший был. Второй раз, может... А, не, смотри, атаковала второй раз. Ну, вот кидай свою вертушку, она на мою уже не позарится. В пене. Правее пена чуть-чуть. Хорошее рыбное место. Блин же. О, вон она, Димыч. Она прямо дошла до самой блесны. Вот до сюда вот. 30-ка. Но она, видишь, она уже ее кусала. Надо поменять приманку, какую-нибудь колебалку поставить. Я думаю, она ж там не одна, Димыч. Такое место, посмотри. Она выплыла, твой борт увидела и испугалась. Ну, может быть. Но первый-то раз ударила, хорошо.
Она как-то ударила так снизу, что вертушка к поверхности А у поднялась. меня там тоже так было. Аж закручивает Ага, вертушку. ага. Поставлю калибло. Или ладно уже. Неохота эту приманку снимать. Все 3 размера сегодня у меня сработали. Ну, их у меня 5 с собой, но пока что пробовал 3, все 3 отработали. Слушай, ну щуку-двушку я бы тоже с удовольствием выпустил. Ну, почему бы нет? Я думаю, что здесь и 3 щука может быть. И там дальше будет яма со щукой, где, помнишь? Это завтра. А, это завтра? Дойдем. Так, на вертушку она выходила несколько раз. Поставим сейчас на колебалочку, попробуем. Ой, летит как она, ой, летит. Колебалка хороша тем, что позволяет медленные проводки делать и подтвичивать позволяет. Вертушки, конечно, более монотонная проводка. Почему? Ты можешь замедлять и ускорять. Замедлять и ускорять, и все. А тут ты можешь прям по-всякому делать. А как у тебя это произошло? Я держал между ног, Да. и потом я такой... То есть пока ты блесна искал, у тебя спиннинг утащила? Так давай мне срочно резину. Я сейчас, поставим резину, будем пробовать вытаскивать. А ты видел, где он? Ну, я не знаю, где он. Ну, его ж течением понесло, наверное. Ну кто ты? Просто пипец. Оп, Димыч, По бороде? вот он. Вот твой спиннинг. Ты его видел? Нет, я его достал на резину. Сколько могла обойтись себе эта сегодняшняя Спасибо, рыбалка? Саня. 1000 евро. Ну, Рыбалочка. Ну, 1000 плюс мелочь там на все остальное. хорошо, что ты взял этот кейтэч. О, блин, слушай. Это самая дорогая поимка на эту блесну. Слушай, я половлю на нее пока. Давай, тогда. а я знаешь как? Я же стоял, вот так вот держал, Мгм. и пока там что-то это самое делал, там эту резину как раз да. менял, у меня во рту этот был Карабинчик. карабинчик. Да. И пока я менял, что-то он выпал. И ты думал, это просто Я карабинчик? думал, это карабинчик Да. упал. И все, и как бы делаю дальше. Потом думаю, ну все, сделал, надо это самое, прицепить. Да. Чика прицеплять-то не к чему. Смотри, Офигеть. как ее отнесло, да? Не, Стояли ну мы- ты стоял почти около дерева, а выловил я его вон, вот здесь, в струе. Слушай, хорошо его туда в яму не унесло. Хорошо, он Сотик. катушкой, наверное, где-то в камень в какой-то уперся. Слушай, ты вот так делай, смотри. Я когда вот так делаю, у тебя же тоже есть отсек для бутылки. Ты вот в этот отсек засовываешь, у тебя на сумочке, и все будет нормально. Не, слушай, знаешь, получилось как? Я стоял, не то, что я даже делал, еще мне телефон звонил. Ну да. И понимаешь, все там у тебя... И плюс 2 штанов под вейдерсами, не та 2 чувствительность. Ну, фу, слушай, ну спасибо. Смотри, как обмотала леску. Вот, то есть его как-то так, крутила. Крутило. Ну, давай мне колебалку мою. Какую? Иди лови ее. Хороший подарок реке он чуть не сделал. Посмотрите, отсюда и вот до туда его протащило. Вроде, спиннинг. Но вот это легкие спиннинги такой легкой массы. Но вот спиннинг 60 грамм весом и катушка 180. В воде это все, разумеется, весит гораздо меньше. Сейчас посмотрим, кто живет в этой яме. Может быть, щука.
Вот он, ребята, первый по-настоящему съедобный гриб, который мне сегодня попался. Считай, задание выполнено. Та-да-да-дам! Та-дам! Том-том-том-том, та-дам! Лисичка! 1 штука. Оп. Там еще маленькая вон растет. Ну пусть растет. Настоящая, оранжевая, наша. Ну все, жареха есть. Смотрите, ребята и девчата, какое тут классное жилище у кого-то. Теплое, сухое. Кто-то тут проживает в двухкомнатной. Но кто точно, нам неизвестно. В прописке не указано. Повстречалась мне в лесу красавица. Рыжеволосая. Здоровенная. О, какая огромная. Я и красавица. Опа-на. Класс, обожаю лес, особенно в такую погоду. Ну, просто прелесть. Просто роскошно. Тихо, тепло, влажно. Главное ходить медленно и внимательно смотреть под ноги. Потому что рыжие красавицы, они тут постоянно где-то под мхом прячутся. Вот они, красавицы, расчудесные для нашего соуса. Нагулялся, часа полтора, наверное, гулял, а может и больше. Вот результат: 2 десятка лисичек и неизвестный гриб, который мы сейчас будем идентифицировать. Тут смотри, что-то тихо. Может быть, щука тут, Димыч, крутится. Там, видите, ребят, ручеек есть. В этом ручейке форель попадается часто. Попробую перейти сейчас туда. Так, ребят, перешел. Попробую. Однажды я тут приличную форель вытащил. Не понимаю, как она там умудряется укрыться. Но вот под этими всякими бревнышками. Ага, маленькая-прималенькая гналась. Но сейчас уровень воды довольно низкий, правда, для этого ручья. Но все равно пройду немножко. Пройду по нему. Любая маленькая загубинка, если там какая-то есть, полуметровая ямка, там обычно хорошая стоит. В прошлый раз я его здесь поймал, за этим пеньком, но поглубже было чуть-чуть. А сейчас тут совсем мелко. Очень мелко. Вряд ли тут что-то будет. Не могу я с этой ямки уйти. И все-таки кажется, что должна быть там щучка.
Ох ты, блин. Хороший удар. Хороший удар. Хорошо пригвоздила. На струях рыба, на струях, ребята. Кумжа будет в завтрашних местах, да? Она должна быть сегодняшней. Сегодняшних? Уже скоро. То тогда приходим туда на крупные приманки сразу. Ну я на вот такую ловил. И выходы на такую были. Я тебе покажу где. Вот там яма очень хорошая. Прям реально яма. Даже при низком уровне там яма. Там ям? Там яма. Там сейчас будет поворотик хороший форельный. Место, конечно, хорошее оно. Погнали. Хорошее место. Да? На раз, два, три. Я пойду на камень. Давай. Ну, она прямо у тебя тут под ногами крутилась. Сейчас на вертушку возьмет. Кстати, на этом повороте всегда форелька попадается. Отсюда начинается всегда рыба, да. А вышла вот оттуда. Куда-то вот туда, в трубу. Ага. Оттуда она вышла. Куда она, интересно, ушла? Такая прикольная, красивая. Хорошая. Тридцаточка. Не соблазнила ее здесь игра, понимаешь? Ага. Ну вот я и в лагере. Мангальчик уже потух. Но все на месте вроде. Вроде бы все на месте. Помыл овощи на салатик. О, какая красота. Салатик будет знатный у нас сегодня. Вот. И делаю заготовки на ленивые голубцы. Надо морковку почистить, порезать, потереть, капусту порезать мелко, лук и фарш замесить. Вот. Вот специи немножечко тут приготовил. Без дела не сидим. Так что это вот. Смотрите дальше. Пахнет так, что у меня вкуснее. Да? Пуэрчик. Спасибо Костяну за бутики. Хочешь сказать, что Костян и тут с нами? Рыбалка приятная, погода очень радует. Был бы пониже уровень, легче рыбу искать было бы. На 1 сантиметр только упал. А температура на 1,2 градуса поднялась. Видишь, тенденция температуры подниматься. Уровень воды по чуть-чуть падает, а температура воды наоборот поднимается. Ну что, Дима, сегодня в баньку пойдешь? Вот, ну слушай, я не знаю. Надо сходить. Алло. Алло. Здорово, Костяныч. Здорово, Саня. Сидим напротив обрывчика. Кушаем твои бутерброды вкусные. Ой, красота. Что по результату? Что было? У меня штуки 3 маленьких. 2 таких хороших. Ага. У Димы, наверное, плюс-минус то же Да, самое. 4-5 штук у каждого. Ну вот, так что рыба есть. Ну, в смысле, вы что-то взяли в улов?
Не, нельзя Ой. брать. Здорово, это Костяныч. форели все были? Да, если щуку поймаем, возьмем. Ну, Хариуса мы можем взять. одного, Хариуса каждый. можем взять. Да, но Ну, Хариуса не было, да? Хариуса не было. Не, и даже не видно выходов. Ну да. Вот. Одна пора сейчас Димыча гналась. Да. Самых ног. И он потом, так знаешь, юлозил блесной около ног, и она за блесной юлозила. Да, сантиметров 30. Класс. Вот это кайф. Да не, 45 примерно, Костя. 45? С полспиннинга, короче. Метр 45. Вот такая, вот такая. Да. Понятно. Слушай, ну а что у тебя там? Слушай, ну я Прошел по берегу реки, конечно, потрясающая река, вообще офигенная. Везде заглядывал, куча всяких грибов, ну, несерьезных, но нашел десятка-два лисичек. О, Лисичек, я говорил, они здесь есть. Тут вот этот лес. Саня, Ну, вот этот, немного. здесь лисичка. завтра пойду дальше туда, за насыпь, наверное. Потому что здесь в пойме ни черта нету. будешь готовить лисички сегодня? А сегодня, ну, их немного, оставлю пока до завтра, может быть, еще подсоберу завтра, и тогда приготовлю. А сегодня у меня... Голубцы, тыкани ленивые. А, голубцы. Да, я уже вот тут на салатик овощи все помыл. И заготовки делаю для этих голубцов. Ага. Так что, чтобы деньги потом по темноте не тратить, не шарашить. Костяныч, увидимся через пару часов в лагере, да? Да, супер. То есть вы где-то часам... К 4 К будете, да? полпятому. Костян, Полпятого. Костян, на самом деле, если мы сейчас по прямой пойдем, то через 5 минут будем в лагере. Да, так О. что по речке, ну, к полпятому будем. Понятно. Мы уже возле Всё. тебя. Давай. Давай, Пока. Пока. Смотри, как интересно, ровно вот до поворота этого, там все мхом поросло, Угу. зеленое, смотри, Да, какое да, да. красивое. И смотри, ровно за этим поворотом Да. уже мха нету и все такое желтое. Посмотри. Тут лисички, да, Димыч? Да, слушай, вот просто по верху вот там идешь Угу. и куча лисичек. По горе. Прям вот, да, вот идешь и прям вот они растут. Я когда в прошлый раз вот здесь был, шел, с Викой на связь по WhatsApp выходил. Вика, Да. привет. С ней разговариваю, прям показываю, смотри, сколько лисичек. А она очень любит собирать лисички. Ну, как бы, в общем-то, такие грибы интересно, которые собирать. Да. Потому что раз нашел много, Ну то и да, собирай. Да. И вот я и показал прям, она говорит, о, мне туда надо попасть. Форель, ты видел, что здесь есть? Тут у тебя кумжа была. Вот там, где строят. А вот там. Но я начал, вот как ты типа стоишь, начал вот начинаю отсюда отбрасывать и веером сюда. Ну, она у тебя взяла, когда ты до туда дошел или здесь стоял? Знаешь где? Ну, где-то я вот здесь стоял, где вот эта ветка торчит от дерева. Угу. Вот этого поваленного не было. И вот в струе вот в этой. Я, короче, мог стоять вот, наверное, где это отмель. Угу. Потому что я стоял, и я прям, ну, мне было куда идти, чтобы ее вытащить. Ух ты, блин. Садануло, блин, капитально. Да выхватила эту рукоятку из руки. Я так налегке крутил. Вот как у меня там. Блин. Хороший удар. Вот где елка, Димыч, вот такую проводку и делай, да. Выбило просто мне ручку из... Ну, не готов. Не готов был, да. Уже знаешь, не клюет 1,5 часа. Думал, может, уже так машинально кидал. Удар капитальный.
меня там еще 2 были. Ну, такие, не крупные. И главное, идут через всю струю, поперек струи, и берут только возле ног. А у меня в центре струи берут. Да? Да. У меня вот со струи прям идут, и прям я уже вижу, довожу, вот так вот довожу, и она тогда хватает. Ну, видишь, это не только зависит от того, что она предпочитает. На самом деле, твоя вертушка в струе может играть хуже, чем на выходе из струи. Да. А моя как раз в струе лучше отрабатывает, понимаешь? Не, ну факт в том, что в струях они сейчас стоят, при этой даже Ну, я большой воде. заметил, рыба и под травой стоит, и в струе стоит. Рыба как бы гуляет, кормится. Видишь, вода не мутная. Была бы мутная вода, ее точно прижала Да, туда. да, да. Уже часа 1,5 как будто выключили всю рыбу. Ни выходов нет, ни атак, ничего. Видите, поддувает. До этого ветра не было вообще. Скоро уже будет наш лагерь. Вон уже видна палатка. А там у нас утес. Обкидаем утес, пройдем еще метров 200 и отдыхать. Завтра новый день, новая рыбалка. Я порезал лучок, морковочку, капусточку. Вот здесь у нас где-то 1,5 килограмма фарша. Половина свинина, половина говядина. Есть прованские травы. А вот это, ребята, потрясающая штука. Называется сычуанский перец. Если бы я мог передать вам запах, он такой перец немножко как бы с лимончиком, что ли, с кислинкой. Ну, очень ароматный, по-другому пахнет немножко. В общем, отличается, и мне он очень нравится. Это вот наша любимая Дига нам прислала. Вот. И добавлю еще чесночного порошочка. Вот. Так, травки. Чесночный порошочек. А сычуанский перец надо немножко, ну, порастолочь, а то он так, это, крупноват. Салатик пока нарезал. Не заправил пока еще. Лучок жарю. Жарю лучок. На сковородке развел костерок. Потому что уже темнеет. И скоро ребята придут. И уже неохота по ночи строгать, пилить, готовить. А хочется уже наслаждаться едой, баней и общением. Вот, так что делаю пока что могу. О. А теперь морковочка. Морковочка пошла. Еще потемнее стало. Еще чуть-чуть. Темнее, смеркается. А я еще чуть-чуть продвинулся в приготовлении ужина. Мой мангальчик, моя плита. Вот у меня потушенная капустка. Капустка с морковкой и с лучком. Вкусная. Я ложечку съел. Сейчас мы ее смешаем вот с этим фаршем. Вот с этим рисом. Вот. И сваляем котлетки. Не очень-то уж они ленивые получаются, но ничего. Время-то надо куда-то девать. Я на рыбалку сегодня не ходил. Грибов собрал мало. Так что надо реабилитироваться. А ребята тут проходили мимо по реке. Потому что я услышал, как Санька кричит: «Га-га-га!» Видимо, хотел меня напугать. А я ему в ответ: «Ты кто такой? Давай, до свидания!» Ну и все, и ушли. Ну, скоро явятся, наверняка. Заскучал я уже по ним, честно говоря.
Опять атаковала. Вот и утес нашего, около нашего лагеря. Прикольно было бы здесь вытащить кумжу или щуку крупную. Ямы, конечно, тут большой нету. Ну, все равно. Здесь есть укрытие. Укрытие есть. Нужно ли ей сейчас, Димыч, это укрытие? Вот эта струя неплохая, конечно. Ямы нету, да, идет, но... Слушай, Димыч, ну, как бы выглядит, что речка пустая, по факту вот оно как, да? Рыба есть. Она же тебе опять до самого Вот, дошла. да, идет, и вот, ну... И хочет, крупная, но чего-то не сантиметров хватает. 35. Да, что-то не хватает ей. Гонится, блин. А в рот не берет. Только что у Димы выше нашего утесика такая крупная рыба за блесной подошла под самые ноги, покрутилась и ушла обратно в струю. Не особо хочет брать, как бы интересуется, преследует. Поэтому, представляете, сколько... То есть мы уже двух так вот к ногам подманили. Представляете, сколько мы не видим вот этих разворотов под водой. Хорошо, что рыба есть. Хорошо, что рыба есть. У нас еще завтра целый день рыбалки. Завтра выйти надо пораньше. Может, сейчас, знаешь, под вечер она активность потеряла. Такое Может тоже быть. может быть. Не, ну она выходит. Она из ямы выходит за вертушкой, идет до самых ног, до белого песка. И причем даже пытается, в общем-то, атаковать. Ну, совсем не берет вертушку там в рот, да, но за тройничок дергает. Сзади догоняет и бьет. Дима ловит сейчас на оранжевую вертушку, а я на зеленую колебалку. Сейчас покажу, какую. Возьми посадку. Смотри, маленькая, большая. Она от тебя отбегает, да? Небольшенькая. Форелле. Ну, смотри, все равно под конец, вот под вечер все-таки берет. Ну, смотри, какая она активная. Мгм. Да переверни подсак и всё. Да не учи ты. Смотрите, ребята, вот этот зажимчик для нахлоста. Мало ли кто не видел. У него здесь есть вот такой вот маленький прокол. Прокалывать мушки. Вот этот зажимчик и плюс ножнички. Причем у ножничков там есть зубчики. Очень удобно плетеный шнур резать. Хороший девайсик. Оранжевый цвет ей, значит, понравился, да? Под вечер. Ну, уже вот второй выход у Димы, поэтому я тоже поставлю вот этот Куасамо. Второй номер с бусинкой и оранжевым лепестком. Удар. Есть, Сань. Есть? Ну, красиво. Блин, смотри, как красиво. Ага. Золотая. Золотая. Желтенькая. Красивая. Смотри. Угу. Ну, давай. Ну, красивая, хорошая. Угу. Все. Ну, смотри, работает. Молодец. Спасибо. И вечер активная, может, становится. Да. Серьезный инструмент. Блин, слушай, другими местами валишь и... Так, давай я буду в натяжку держать тогда. Давай. Или ты держи в натяжку. Так, где там? Вон она, видишь, вон. Стой, блядь, сумка. Где? Стой, стой, стой.
Стой. Сейчас. Держи. Вон, Леска, что ли, чья-то? вон, есть. Есть. Фух. Ну, Димыч, командная работа. О, Че ловишь-то вертушку? ну, не хотелось, раз она тем более, ну, вот эта вот оранжевая здесь Работает осенью на этой реке. работает, да. Полпятого, даже без 20 уже. День почти прошел. Под елками уже совсем темно. Сделал котлетки. Ту-ду-ду-ду. Ленивые голубцы. Вот это для них соус, который мы зальем, они в нем будут тушиться. Осталось только дождаться пацанов. Ну как пацанов? Мужичков. Обещали 4:30 быть, а я прекрасно провел день. Послушал аудиокнижку Айзека Азимова. Ну, небольшой рассказ. Такой, сейчас слушаю еще фантастику. Прикольно. Хорошо, отдыхаю на природе. Ничего не ел почти. О, вот и парни. Здорово, Костян. Здорово! Ну как вы? Довольные, счастливые? Очень довольные, да. Да. Полный карманный карасей? Рыбы дофига в речке, дофига, потому что мы ж не видим, как она там идет, блесну преследует, да, кроме тех случаев, когда она прям, ну, вот до ног доходит. Да. У Димы еще 2 раза так было, ну, прям вот она. Да, пока Он- более-менее светло было. Вот как Да. сейчас темно, мы не видим. Уже да? не видно, да. Он ее лозит этим спиннингом, это рыбина прям вот так раз. Ага. Хорошая такая, 30 Как собака, как кошка, да, играет? Играет, да. Играет вот возле ног на песке, на белом. да, как бы. Офигеть. Я такого хотя не... и туда А и ты, уходить такое было с тобой хоть раз, чтобы она вот так играла? Было, она Да? и взяла. Бывало, один и раз. хватает в этот момент тоже. Ничего себе. Вот, но очень интересная, речка очень красивая. Красиво, я гулял Воды тут тоже. хватает, вода довольно прозрачная. Высокая, но прозрачная. Да-да-да. Здесь вот Такой около прозрачный лагеря- чаек. Да, и около лагеря здесь шикарные места для поплавка, Костян, можешь завтра просто Я оттянуться. тогда не пойду на грибалку, пойду на рыбалку завтра. Ну, грибы ж ты сегодня уже собирал. Да собирал, так мало. У тебя целый день ты и Надо. то успеешь, и то. Тут Но, в недалеко. принципе, да. Одно место на мысу, второе место, там еще такой мысок есть. Ну, не мысок, а я имею в виду этот, утесик небольшой. Там вообще ямина, блин. Я вертушку зацепил, не мог отцепить. Димыч пошел в Это лес, вот там по огромную диагонали. корягу ломал. Это по вот там. Вот там. Длинная яма с завалом. Да. И это самое. И сегодня получалась какая ловля? Не в струе где-то, не в каких-то стандартных местах, просто кидай там. В она струе там- тоже было. Ну, было в струе, да, но приходилось вот верные забросы выискивать, прям под нос ей попадать, да. И бывало, кидаешь, проводку делаешь, ее нету, а метр вправо кинешь, она вот выходит. Но вы перед вами никто не ходил? Не. Нормально. Вот завтра обязательно нам надо Пораньше, здесь да? быть первыми. Потому что завтра... Но у вас другой маршрут завтра или тот же самый? Да. Другой, Завтра да? идем выше. Сегодня мы спускались и поднимались к лагерю. Завтра начинаем с этого утеса. Ты, наверное, пойди с нами. Да я утес видел этот, я ходил туда. Но Нет, мы ему тебе лучше- покажем, куда лучше туда ловить. идти. Мы тебе покажем, куда ловить. мгм. И мы будем все равно пробрасывать. Да. То есть мы не побежим бегом. И мы тебя доведем до того места, которое вообще идеальное для поплавочки. Понял? Просто идеальное. Так что у тебя завтра вообще интересный день будет. Половишь рыбы. Я тебе дам нагрудную камеру. Так что такие дела. Красота. Вот. Ну что, было интересно, короче. Речка потрясающей красоты. Да. Вот. Ну что, Костян, будем что-то сейчас Да, у меня там все. топить, кушать. Причем, Кушать, да? летом она не такая красивая, вот именно Да, осенью да, она да, становится да. красивой. Летом, понимаешь, все заросшее. Да. И нифига, только вот локальная красота Ну, такая, да. А тут все она прям прозрачное, открылось. очень красиво. Я сегодня очень доволен. И рыбы, в принципе, ну, худо-бедно, штучек по 6 мы поймали. Вот, Наверное, да. штуки по 2. В принципе, не Штуки плохих, по 2 неплохих, тех, которых можно было, если бы сейчас по закону можно было бы брать, ну, в это время года, то По одной бы мы взяли. по Могли бы одной взять. точно могли взять. И
А зачеток, наверное, по штучке по 2. Угу. Остальные такие 15-20 сантиков, но очень... Вот эти, которые больше 30 сантиметров, у них сейчас такой цвет прямо, как будто, знаешь, из учебника, вот когда ее рисуют. Красивая, Да. желтая, золотая. прям, Да. золотая. Класс. А была одна рыба, не крупная, сантиков 20-25, наверное, да? Но она такая активная была. Она, короче, и под водой, и так, и выпрыгнула. Прям подарила все, Масса удовольствия, все да? эти самые визуальные Эмоции, удовольствия. Да. Ну Класс. что, готовимся к ужину. Давайте. Костяныч, Сани вижу, что у тебя сковорода. уже готова, да. Приготовленная. Чего сегодня у нас будет? Да, сегодня будут вкуснейшие котлетки с капустой, луком, морковкой и рисом. Ленивые голубцы в томатно-сливочном соусе. То есть ты их наляпил сегодня? да? Наляпил, зажарил сначала капустку с морковкой, с лучком. Очень вкусно получилось. 2 ложечки. Так, съел. Во. Как говорят некоторые мужчины, это Для женщин. таблетка счастья. Котлета — это таблетка счастья. Ну, смотрите, и все. А что это у тебя за соус? Это сметана с томатом и специями. И пускай варится полчаса под крышкой. Будет рис напитается водой, останется только такой густенький соус и котлетки. Саня колдун. Колдует. Покушаем, в баню пойдем. Уже тепло там или еще нет? Не, только затопил. Ага. Идешь. Отлично. Что у тебя за модель, Костян? А у меня модели с рапсовым свежеотжимым холодным маслом, бальзамиком и солькой. Бальзамчиком и солью. Да? Ну, по-моему, все шикарно. Ежики такие. Что тебе? Сверху, снизу? Ну, давай и снизу, и сверху. И один сверху. И соусом, да? Маленько, да. Спасибо, Костян. Бульк. Супер. Еще? Давай Ну, чуть-чуть. чуть-чуть. Degustation, association, accommodation. Как рис?
Revolution. Все отлично. Консистенция хорошая. Они даже держатся. Рис внутри, главное, проварился. Да, Держится молодцом. рис внутри проварился. Значит, нам, Димка, тоже можно есть. Ну да, раз проварился, точно можно. Котлетка. Вот она все готова полностью. Отлично. Все нормально. Так что, Костяныч, На вкус как? отлично, вкусно. Супер. Ну, я рад. По соли то, что надо, по остальным Текстуре. специям идеально. Отлично. Ай-яй-яй. Ну, тем более после походика весь день на бутиках. Вообще шикарно. Горячая. Красота. Сейчас в баню. Ну что, садимся, едим? Да? Важный момент, Костян. Я же забыл. Ну теперь будет то, что надо до конца. Зелененького лучка сверху. Капуста чувствуется? Вот хорошо. А пол кочана туда зафигачил. Вот столопенье очень классно, Сань, попробуй. Попробуй. Ну, а пока салат. Ем. Не, тоже салат ем, но Хорошо пожрать вечером. Уже будешь хреновуху? Молодец. Хороший мальчик. ты, Костян, сделал удочку, там уже колокольчик звенел. И пора там сидела. Но ты ее ж отпускать надо. Не, ну сам факт. А мне бегать. Как говорится, чтобы фотографию отдать. Завтра днем. Не люблю я по ночи бегать. И так я хотел грибов. Прям сильно. А я нашел только штук 15, наверное, этих лисичек. Этого мало. Когда мы с тобой созванивались днем, Сказал, с 2 десятка. 2 десятка. Ну, может, 2, 1,5-2 где-то так. Но он в ведре лежат, посмотри. Ну, 1,5-2 это получается разница в 25%. Если сейчас посмотришь ведро, то там всего лишь 10. Да, это все равно, что ты в магазин придешь, Ага. все скажет, ну, скажешь, а сколько? С вас 20 евро. Ты Мне говоришь, да, я 15 заплачу. 20-30. Ну, ты же приходишь в магазин, иногда говоришь, сколько, дайте мне колбаска, сколько? Ну, грамм 300, 400. Она отрезает, говорит, 550, ну пойдет. Дайте грамм 300, да? 5 кило 100 пойдет? Ну, поэтому это все, знаешь. А какой у вас рост? Ну, 1,50 м, 1,80 м. Ботинки покупаешь, когда тоже. Ага. Ну так, 41-й, 43-й. 41-й, 46-й. Ну а что, если у тебя 41-й, ты по-любому влезешь и в 41-й, и 46-й. Правильно? Не, 46-й сваливаю с собой. Ну, шнурки зачем тебе? Затянул и пошел. За шею завязал. За уши. Приходила одна знакомая в гости, она начала бегать. Взрослый человек за 30, под 40. 30-40. 40, да. Да. А ты знаешь, говорит, оказывается, для бега кроссовки, они другой формы, чем для... Я, во-первых, Ну, они покупаю... амортизируют по-другому, Да. отталкивают твою ступню. У них широкий носок, чтобы пальцы не сжимались, они когда работают, они были в свободном этом. И еще они на размер больше берут эти бегуны, специально для этого. Да? Да. Вот так вот. Это, слушаешь, там говорят, если в поход берите на 3 размера больше. В моем случае это так. Едешь на рыбалку на 3 дня, продуктов бери на неделю. А в моем случае Встаем в 11. идешь на рыбалку, Встаешь в один, берешь 100 приманок. да. И пользуешься тремя. Да? Не, ну где-то 20 я перебираю обычно. 20-30. У тебя поклевка на какую-то произошла, и ты все равно меняешь. Ну ты ж не только меняешь из-за того, что мне клюнуло или не клюнуло. На таких речках не каждая приманка
Можно, например, в яму прокинуть. Ага. То есть для разных обстоятельств. Это раз. Во-вторых, вот у меня сегодня полдня отлично работала. Причем все 3 размера одной вертушки. Вот одной конкретной модели. Ну? Расцветка, форма. А потом на нее перестала брать. А заменилась погода? Скажем так, стало более пасмурно. Угу. Как начало становиться так темнее, на нее перестала реагировать. Вот это паровоз. Как там у вас обстановочка в жарких странах? Отлично. Сколько градусов? А? Как по градусам? Ой, не знаю, Кость. Главное, чтобы палатка не улетела. Ага. Все-таки нестерпимо хочется чаю, да? Хочется горячего чего-то, да. Потом закипит, тогда уже закинем без решетки дрова. Уже вот-вот прям. Как-то мы в этот раз прям в мангале прям костер жжем. Ага. Даже страшно. Не, ну и некрасиво было бы тут выжженное пятно. А так уедем, и все чистенько. Ну да. А, Я даже все уже там, ну, мистер Крабс. полную пачку брикетов. Это очень выгодно, Костян. 2,5 евро пачка брикетов. Да? Адский ад просто. Я вот даже лишние. А сколько дров надо, чтобы такой адский ад Ой, сделать? блин, дофига. Надо постоянно подкидывать. А брикеты как затлели там Да. этажером. Ты же видел, как Да, из да, трубы перло. И они очень долго. И прям спасения нету. А если еще накидку накинуть, блин, вообще тогда. Бульонные. Ну, да. Пуэрово. Бульонные. Кубики. А в итоге? Чувствуете себя как дома? В следующий раз, когда поедем куда-то, надо взять Возьмем этот. набор покерный. Да, 100%. Как раз это вот, будет круто. ну, это осенняя-весенняя Серия игр. серия игр. Чемпионат. Форельных игр 2024. Объявляется открытым. Да. Да, летом мы только в 12 ужинаем. Да. Хорошо, если в 12. Вон есть. Как с Женей мы ездили, так в там 2. мы на в 4. утреннюю рыбалку опоздали. По- Готовка поели. затянулась. Костян? Что за карта без алкоголя, да? Так, в переводного? Не. Просто подкидного? Ничего себе. Дама. Не козыри, да? Сейчас зашел. Я вижу, что дама. Нету. Еще 8.
Еще 8. Нет, 9. Только дальше закапываешься. Да? Козырная. Да. Проверка, машина. Нету. Стоп. Я говорил, Костян. До добра не доведет это дело. А что козырь? Беру. Любимая 8. Да. Мошенники! Каталы! Рубгани. Черви. Козыри. Из-под проигравшего ходят. Ходи, да. Лошади ходи. Мое. На, еще. С тобой посоревнуюсь. Зрение хочу тратить. Строю умное лицо и перекладываю карту. Пугаю всех. Традиционная наша Вот могли и тут. вечерняя забава. А? Посмотреть на ночную речку. Какого-нибудь бобра спугнуть. Раков не видать, да, Димыч? Мошкара какая-то есть, да, но тепло очень. О. Да ничего. Ничего не ползает. Нет, Димыч, наверное, этот камень в большей степени находится не в воде. Сейчас уровень высокий. Да. Да и не то место, на перекате надо переворачивать камень. Туда холод. Вон расчет, смотри, стой. Вот это все, может, они едят черное, смотри. Слушай, ну не богато, скажу это, не богато. Черная икра. Не богато. Ну,
поднимаешься на эту полку, есть типа вентиляция. Она соединяется еще, ну, например, наверху, как бы на полке. На кафе там целый пакет. У меня брат любит. 3 в одном? Да. Целая пачка. Ага. Пачка. Причем вот, знаешь, она с краешку надгрызана. Ага. Прям вот как ты Да. рукой открываешь. Надгрызана. И внутри пакетики. Что за чудо это такое? Это лепешки с мясом. Рыбешки? Рыбешки. В Турции так делают. Ага. Лахмаджун. Там специи, томатный спас, томатный соус и немножко горчички. Лахмаджун? Остренькая, фарш остренький, сразу предупреждаю. Лахмаджун, это нет ли такого у тебя ассоциации, что знаешь? Да. Скальп, Костян, ты скальпов наснимал? Скальп, да. Когда мужики в баню идут, Да. и один другому говорит, ну ты б свой лахмаджун-то бы постриг. Настоящие мужики никогда не стригут лахмаджун. Лахмаджун должен быть волосист и мохнат. А как по морозу иначе? Да. На зимнюю рыбалку ходить. Да. Мясо начинает прихватываться, да, сразу? Если крышечкой закроешь, Так, Сань, я тогда 2 беру себе, да? Дмитрий, Ну? твой лохаджун будет чем-то отличаться от Я Костяна? модернизирую немножко. Да. Я сразу на один насыплю сыра и вторым прикрою. Пока на одной стороне чуть будет готовиться, перевернуть, на другой и фарш приготовится, и сыр заодно расплавится. А у тебя двойной удар мясной, да? Да. Красота. И не надо долго ждать, да? Сразу одним. Угу. Еще можно яйцо туда разбить. Но сыр этот похожий на тертое яйцо. Тертое яйцо, да. Тертое яйцо. О, сучок пошел, сучок. Сучок пошел. Ну что, как произошло склеивание? Ну, выглядит ничего. Да. Потом узнаем во время переворачивания. А потом ты еще сложишь это пополам, и она будет вообще четверная. Не, ну если он подсохнет, я уже не сложу. Ну, Александр, съедобная подошва. Спросили бы меня когда-нибудь, что самое необычное блюдо я ел на завтрак. А я скажу вам, таких блюда 2. Это соленые макароны? Нет, А что? то блюдо я не ел. Ага. Лахмаджун и турецкий завтрак. А это оба турецких блюда. Не умеют турки завтраки готовить. Я усовершенствую, Кость, лахмаджун. Ну, кашу его никогда не готовил, Ну поэтому... да, я ж поэтому и усовершенствую. Сделаю я его в конвертном исполнении. В конверт, сразу. Вот таким образом, смотри. Угу. Так. Раз. Одна сковорода может вместить в себя 2 лахмаджуна. Дмитрий, Ну. никогда не думал, что спрошу тебя об этом. Как твой лахмаджун? Выглядит обалденно. Да? Да, надо подождать, чтобы
офицер чуть схватился. Там горячо может быть внутри очень. Это уже прям... У тебя пицца Пицца, типа лохмаджон. Очень вкусно. Что можешь сказать? Очень сочно, вон, смотришь. Прям хочется спеть песнь о лохмаджоне. Очень вкусно. Специи такой, и это, говядина с бараниной здесь, поэтому лепешечка хрустящая. Внутри сочно. Ну что, Константин, ты готов? Что у тебя за оружие? Удочка? Поплавочная. Поплавочная удочка. Ну что, ребятки, доброе утро. Отправляемся на речку. Вернее, как отправляемся? Вот отошли от лагеря. И вот уже и речка. Сейчас пойдем на мыс. На утес. Попробуем в проводку половить с Костяном на удочку. Потом оставим его на берегу и пойдем ловить на спиннинге. А Костя останется около лагеря. Здесь много хороших мест, где можно ловить в проводку на червячка. Костян, да? Ты иди тогда туда по берегу аккуратненько. Мы сейчас придем. Пару сантиметров упало, уже приятнее река. Да, сразу чувствуется, да? Да. Знаешь, чувствую сегодня. Возьмем, Димыч, рыбы. А вон давай туда прокинем. На что? На полосатую, на Раблакс. А только выше бревна не кидай, там Костяну оставим. Знаешь, так выглядела речка утром, казалось. Ну, сейчас чуть ли не с первого заброса будет. Где Костян оставляем? Слушай, да туда выходим. Костяныч. Ух ты. Это что было? О, есть, смотри, есть. Ох ты. Подожди. Опять такая же ровная история. Доходит и еле-еле идет, и вот здесь хватает. Она здесь кинулась сначала, но промазала. Да, я чувствовал, она ударила, потом вот здесь догнала и еще раз взяла. Ух ты, а я снял поклевку, Димка. Ну вот. Ну, сегодня есть рыба. Класс, хорошая. А фоточку запилить? Она все, отцепилась сама. отцепилась? Отпускай. Все отлично. Вот сюда, Димыч, вот сюда. Слушай, зачетная, да? Не, Ладно, небольшая. давай, я ее пущу. Ну, 25-то точно есть. Руку намочил. А, такая. Все показалось больше. Под коряшку сразу, видел? Отдыхать после стресса. Вот смотри, чуть более пасмурная, да? Твоя вертушка лучше работает, оранжевая. Вон Костян туда, к тому утесу идти надо. Место жирное, но пустое, да? Да. Но оно жирное для лета, когда течение что-то несет, ну, насекомых в смысле. Сейчас они, мне кажется, как-то больше под корягами, Димыч.
О, есть. Что это? Блин, Леска? леска. Что за леска? А к чему привязан? Подожди. А, вон палка. Палка. Закидуха, что ли? Ничего себе. Подержи-ка, Дима, еще удочку. Удочка? И что? Есть что-то на ней? А, смотри. Груз. Черви. Ну так живые, Покажи. свежие. Так это кто-то ночью ставил, что ли? Смотри, черви погрызаны. Ага, Но это ж не откусаны. целые черви. Вот, смотри, здесь погрызано. Значит, кто-то даже атаковал. Офигеть. Костян, видал? Ага. Закидуха. Ну? Ну, забираем. Подожди, они выкидываем. там еще дальше могут стоять тогда. Ну, посмотрим. Так надо такую же сделать. Под носом, реально около лагеря. А, ну подожди, ну тут же рядом дом есть. А, Мы ж проезжали мимо. Может оттуда. И по карте я смотрел, там тоже еще дом есть. А мне кажется, утром ходил кто-то, шуршал. Мне так показалось. вот такие дела, Костян. Кайфово. Браконьерчики здесь присутствуют. Да? Да, это же не браконьерство. Браконьерство. Ну, нет. Нельзя поставушки ставить и уходить. А, уходить нельзя. Так-то, если бы он сидел здесь, он мог бы сидеть, и это Если имеет б право. сидел, да. Но он не сидит. Поэтому браконьерство. Да. Блин, красота какая, да? О, вообще. Я понимаю вас, заядлых форельщиков теперь. У меня самого это чувство сейчас вот схватить спиннинг и с вами вместе идти, потому что, блин, я увидела вживую, как Димка форель достал. Офигел просто. Какой кайф. И не устаешь, и главное, нету скуки, и вот такой вот Устаешь. Но Устаешь? скуки нету. и адреналинчик. А, ты имеешь в виду, не устаешь от скуки? Ну да, не устаешь ходить, потому что адреналин тебя подпитывает. Ну, устаешь ходить. К вечеру, да? Ага. Охуенная эта катушка с другой стороны. Как Костян так ловит, катушкой задом наперед. Тут такая вот мель, и потом туда яма идет. Пробуем глубину побольше поставить. Сахарная вата. Ага, прикольно. Плывет себе такой кусок безе. Ладно, Костяныч, давай, ни чешуя, ни плавники, может ты нас еще и переловишь. Мы же здесь специально тебе не кидали вот эту всю местность. Экспериментируй. Ладно. Но глубину здесь так, буду тоже экспериментировать, какая тут, туда-сюда. Да, близко туда не кидай, чтобы не оборвать, да? Угу. Надо помочить, смотри. Вот это.
местную святую воду. Надо мне тоже помочить, подожди. Это этот молельный камень, да? О, Сейчас будет работать. смотри сразу. Есть, Соня, хорошая. Да? Блин, Вань, есть, сидит еще, сидит. Подожди, подсак возьму. Давай. Щука, наверное. А, не, окунь. Окунь? А я Костяну говорил, нет, окунь. А, не, форель. Форель. Блин, ну сопротивляется неплохо. Слушай, ну небольшая. Небольшая, ну блин, так било, видел? Угу. Подожди. На. Подожди. Давай. Отработали. Ну. Помог камень? Угу. Все твоя вообще. Хорошая, наверное, тебе показалось, может быть, там какой-то камень был, она, знаешь... Не-не-не, она именно била. А вот он, до сих пор плавал. Он поплыл, стоял здесь. Она шла, и я чуть-чуть выпрыгнул. Вот так вот. А у меня тоже... Он, Димыч, Хариус. Харю, да, это уже светлый. Хариус у меня тоже шел только что. Да, светлый, я думаю, что для форели поплывал. С парусом. Брат не хочет, интересуется. Бежит. О, есть. Хорошенько. И знаешь, что сработало, Димыч? Сейчас покажу. Оранжевая? Здесь, кстати, за камнем, за этим. Вот она у меня и была. Светлая. Ну да, да. Не, у меня Хариус был. А, был Харю? Да, я ее Вот у меня видел. она догнала вот здесь, отвернулась и ушла туда в ту яму. И ты ее добил. Да. Держи. Мэпс? Вот, Димыч, ну что. Классика. Угу. Двоечка Мэпс. Смотри, какая. Цвет, да? Красота. Красота. Как форель может быть некрасивой? Ага. А взяла вот за этим камушком. А Хариус у меня вот оттуда вышел, сопроводил. И вот здесь раз и развернулся. Я понял, что это Хариус, потому что он когда разворачивался, у него парашют раскрылся. Но это... Да, я понял. А у меня она шла, до сюда дошла, аж выпрыгнула чуть с воды, ну, показала. Здесь на плавник. ступеньке? Да, вот прям она проводила до сюда. Да. Вот здесь развернулась и ушла в эту яму. И ты ее благополучно... Так это бывшая твоя. Бывшая. Твоя бывшая. БУ. Приятное упругое тело. Она шла прямо оттуда, с того бревнышка. Шла, бежала. Давай, стой, я пока вон там. Малышка. Димыч, на живца надо ставить, да? На кумжу. Бежала прям со второй стороны речки. Он у тебя какая идет, нифига себе. Да, вижу. Я вот ее выманил оттуда. Слушай, у тебя вообще хорошая бежала. Он, а у меня опять бежала, Димыч. Хорошая, твоя бежала. Сейчас мы ее возьмем. Куда ушла? Она ушла к тебе под ноги. Вот сюда, смотри. Вот сюда она ушла.
Смотри, какое место, да? Мелководное вроде место. Она стояла, Саня, вон там. Там стояла. Я ее выманил, она пошла поперед. О, блин, Димыч, обкидывай, короче, эту елку. Там их много, я так понимаю. О, есть. Есть. Слушай, у меня шла. Там какая-то, может, стоит самка. Может быть. Инстасамка. Покидал я, походил, поплавочек попускал по течению. Интересно, конечно, красиво все. Поплавок плывет, удочка об деревья зацепляется. Там зацепов у меня было то там, то тут, то в траве, то еще где-нибудь. Но там десятка-два таких проводок получилось, наверное, сделать. Оставил одного опарыша. Ну и вообще 0 эмоций, 0 поклевок. Вот, поэтому я сейчас пришел в лагерь, выпью кофейку. Раз у меня есть такая возможность, я возле лагеря, что бы не выпить. Вот. И пойду со спиннингом. При мне Димка форель поймал. Но форель, чтобы поймать, нужно прям в забродниках ходить. И такая, ну, уметь закидывать. Потому что нужно на тоненького так прям вдоль какой-нибудь березы, раз, упавший, провести. У меня таких навыков нет. И ловить я могу только с берега. Либо попробовать половить щуку на более таких, ну, мне понятных местах, с поводком, с металлическим и с потолще шнуриком. Я все-таки склоняюсь к этому ближе, к щуке. Вот такая вот у меня история. Ну вот, чайник закипает, буду пить кофе. Угу. Пошла, опять встала, остановил, крутилась на месте, взяла. Не подсек? Нет. Это хорошо, когда есть сужение, там, где вот бревно было, где мы там, елка лежит, и струя около самого берега, когда мощная. Вот они там тусуются рядом. Там, видишь, несколько камней стоят. Вон справа еще под водой. Сейчас, Димыч, если что, таменьши и лосося не рестятся. Я тебе вчера скидывал. Сейчас кумжа и лосось не рестятся. Видел, я тебе скидывал вчера. Есть? Отцепилась, молодец. Отпусти, Злая. говорит. Злая, да. Ну переверни подсак и все. Вот здесь? Вот нет, вот здесь поглубже. Я вначале там кинул, потом кинул здесь где поглубже. Давай тут не спешить, подловим еще. Помнишь, как у меня под корягой под одной сколько было рыбы? Я не помню. Короче, стоял здесь, думал, пока ты там управляешь, делаешь свой задал, попробую так поприкалываться. Ага. Посмотреть, как вертушка на сильном течении. Пробую по высоте, выше, ниже, где сильнее крутить. Типа балансируешь. Короче, даже не понимаю откуда, снизу, глубина 30 сантиметров. Ага. Снизу, как садила рыбина. Да.
Харю уже был. Крупный харю. А где он стоял? Под деревом? Или вот там под берегом. Блин, у меня аж мурашки побежали. Ну реально крупная рыба и прямо вот перед тобой. А я знаешь как, почему он не засыпать? Я держал шнур рукой и просто, знаешь, так, чик-чик. И она в этот момент, короче, Отобрала у тебя вертушку. ударила, да, по вертушке. Если бы я не дергал, она бы засеклась. А я как раз в этот момент вот так вот типа дергал. Ну что, рыбалка интересная. Нет-нет, да и поклевывает рыбка. И покрупнее, и помельче. Вот Дима только что была атака крупного хариуса. Он там баловался чуть ли не под ногами, около бревна, как в отвеску вертушкой играл. Ну и доигрался. Скоро будет одна ямка. И в этой ямке я надеюсь на щуку. В прошлый раз, когда я здесь был, вода, правда, была попрозрачней, немножко пониже. Ничего вообще у нас в этой яме не клевало. Я в какой-то момент поставил покрупнее вертушку белую, тащу и подтаскивая к самым ногам, уже мне некуда больше было тащить. Сзади щука такая, килограмма на 1,5, прям до самых ног. Доплыла и встала, остановилась около ног. Я попытался ее там, ну вот, в отвес этой вертушкой, она так посмотрела и просто и медленно уплыла обратно. И больше я ее не спровоцировал. На этой яме я потом минут 40 всю свою коробку я туда перебросал, ни в какую. Не было джига с собой. Сегодня джиг есть. Там можно было поджиговать, потому что яма была песчаная. Вполне было возможно это делать. Сегодня я на этой яме попробую на джиг. Попробую. Красиво тут. Конечно. Еще бы клю... О! Смотри, какая хорошая. Из-под дерева. Я только сказал, еще бы клюнула. Вот, Димыч, вот это уже экземпляр. Хорошо. Ага, так красиво выскочила. Да, вот из-под той коряги. Там, может, еще такая есть. Уже рыбинка. Красивая, хорошая. Ах, какая красавица. Под коряшку. Димыч, смотри, прямо вот сюда под коряшку ушла. И все, и никак ты ее отсюда уже даже не спугнешь. Снимаешь видео, как отпускаешь и берешь ее обратно. Вот она, ребят, смотрите. Вот она забилась. Забилась под корягу. Ну куда ты? Плыви в речку. О, пошла. Пошла. Давай в речку. Во, вот другое дело. Ох, как пошла. Пошла. И вот в свою коряжечку она и отправилась. Прикольно. Нашел ее там, где она забилась. Думаю, мало ли вода упадет. Тут вода может упасть
довольно стремительно. Ниже по течению открою шлюзы и на 10 сантиков. Так и осталась бы она в траве там лежать. Приятно. В таком красивом месте под елочкой всегда хочется, чтобы клюнуло. И тут прозрачная вода, песчаная отмель. И очень красиво обычно вываживается. Приятно смотреть. Хочется подольше ее потягать, но это так довольно-таки мучительно и болезненно для рыбы. Классный день, классная рыбалка. Скоро устроим небольшой привальчик, попьем кофейка с бутерами, съедим по батончику сладкому. Пойдем дальше. Вот самое перспективное место для щуки на том берегу. Видите, пузыри в обратную сторону плывут. Струя об камень бьет и завихряется. Вот если щука здесь и есть, то она там. Форель-то я и не жду, у меня слишком грубая снасть. Поводок, вон, леска толстая. Без флюрика она и не клюнет. А вот щупарика можно было бы на жарежку. Вот такую поставил. Тяжеленькую блесенку. Не знаю, что будет. Проверим. Не зацеплюсь ли. Ага. Летит хорошо. Лучше, чем... Ой, все. Если ее быстро крутить, она он прям наверх уходит. Он так. Это резинка наверх не выходила. Я и смогу туда закинуть. Главное, чтобы на эту елку, блин, не попасть. Блин. Очень страшно. Очень страшно. Хочу туда вот под камень. Там немножко стоячая такая вода. И на дерево. Вот молодец, Костя. Попытка номер 2. Что-то мимо как-то. Косенько как-то у меня все. Там траву цепляю. Ну все, последний забрался и пойду. О, вот так. Так надо. Ладно, потренировался и хватит. Честно попробовал поискать щуку. Отличное место нашел. Надо подготовиться получше в следующий раз. Вот, сапоги хотя бы какие-то надеть. Вот. Место классное. Река мне нравится. Перспективных мест много. Давайте подойдем, посмотрим и проанализируем укрытие, из которого она атаковала, как оно выглядит сблизи. Вот, смотрите, издалека этого не было видно. Здесь одна палка, вот одно дерево лежит, второе дерево лежит, третье дерево лежит. И вот я не видел вот этого камня. На дне множество камней. Там палка. Но стояла она вот за этим камнем. Посмотрите, видите? Здесь пузыри, вот эти пенка. Она никуда не уплывает. Вот где кончик спиннинга. То есть здесь получается закуток, где она стоит и не тратит энергию. Я кинул сюда. Делал вот такую проводку. И здесь из-за камня она выскочила и взяла. И здесь отличное место. Она как бы прячется за камнем. И все, что проплывает мимо, она может атаковать. Потому что здесь еще бревно лежит, как прикрытие. Там тоже хорошее место. Да и вот это хорошее место. Видите, раз, два, три бревна.
Но все-таки она выбрала это, потому что наличие камня, разумеется, повлияло на ее выбор. Вот. Работают сегодня, Дим, и струи, и коряжник, и камни. Вся классика сегодня работает, да? То есть довольно приятно, хорошо ловить. Вот у меня просто мепс. Обычный мепс двоечка. Аглиолонг. Как приятно, Димыч, идти по реке и не видеть следов других людей на песке, да? Да, это 2 дня. А последнее время у нас с тобой никак не получалось так. Вечно мы не первые. Такое место. Так хочется удар почувствовать. Но я давно, кстати, не чувствую. Потерял чувствительность. 100%. Смайлстоун. А может, это у него морщина от старости. Всякое бывает, да? Поди ж знай. Висады гадов. Я, ты что? Зацепил, да? Как бы ты меня не учил, не зацеплять. Вот заметь, когда завал не на повороте, он редко когда приносит результат, да? Поворот нужен. В основном поворотные завалы. Какое место, ребят, красивое. Просто офигеть. Ну там мелко, правда. Но надеюсь, вот на том берегу есть подмоины вот под теми балконами. Вот под этими балкончиками. Такой поворот красивый. Речка влево уходит. Очень красиво. Лес такой могучий. Ступенечка идет. Под ступенькой может кто-то стоять. Попробуем сейчас тут коряжник обкидать. Бывает, что коряжник надо обкидывать с одного ракурса, со второго, потому что не видно, что там под водой. Может получиться, что, судя по тому, что видно над поверхностью, проводка правильно сделана. А потом подойдешь, посмотришь, блин, а там нужно было с другого ракурса делать. Но тут, Димыч, чисто вот эта струя такая. Нет, просто струя такая глубоководная, что странно, что там нет никого. Может, крупное что-то. Там бы прям ждешь оттуда кумжу, знаешь. Ну, удивительно, что под палкой. Ну, как, знаешь, как не было под палкой. Может, я не видел, может, она выходила, но... Может, свою оранжевую попробуй. О, идет. Есть. Ах ты, вон она какая здоровая. Ты видел? Ну, я видел. Не такая же здоровая. Блин, ну как? Такая же, как последняя была. Ну, рыба видела. Блин, я ее выманил из-под коряги, Димыч. Она сначала шла, не брала, я взял остановку, сделал. И она схватила.
хорошее все-таки дерево было. Вот упала она с обрыва вот так раз на корень и потом завалилась туда. А может быть сюда, а потом ее сосной, то течением со льдом весной повернула, и форель там стояла. Неплохая. Не гигант, но такое интересно тут побороться. Вот здесь, вот на этом склоне лисички собирал вчера. Но их тут немного. Попробую пройти туда дальше, по лесу, и вернусь потом назад. О, смотрите, какое косматое дерево. Елка старая, вся заросла мхом. Мох ее и добил, видимо. Опять интересные грибочки неизвестной наружности, но красивые. С вывертом. Я тут вот иду по краю леса и вырубки. И что-то иногда встречаются какие-то представители царства грибов. Может быть, что-нибудь хорошее. Я хочу найти опята. Сейчас же тепло еще, осенних опят должно быть полно. Они очень вкусные. Их легко узнать. Вот с зимними опятами я не знаком. Поэтому их вроде бы они есть, но я не уверен. Поэтому я их не беру. Хочу найти вот или лисичек, или опят. А обошел тот лес, обошел вырубку, вышел на дорогу и наконец-то нашел тропинку в лес. И только сделал 2 шага по лесу, сразу меня лес наградил вот этими рыжими лисичечками. Так что стоит здесь походить. Блин, ребята, какой трутовик здоровенный. Видно, да? Красивющий какой. Ой. Наверное, лакированный. Он так называется, потому что он такой прям, как будто лак у него сверху. А снизу у него прям там несколько этажей. Вот они, ребята. 1, 2, 3, дальше 4. И там еще, вон я вижу в мху, может вам уже не видно, 5, 6. Вот они. 9 ноября. Полный лес лисичек. Кто-то арахис в шоколаде рассыпал. Прям в лесу. Бывает же такое. Так, время уже за 3, 4. В 4 уже будет темновато. Я потихоньку начинаю двигаться на базу. По пути осматривая мох. В поисках лисичек. 1/2 уже набрал. Так что сегодня тоже был успешный день. К этим лисичкам прибавлю те, которые собрал вчера. И сделаю отличную пасту с грибами и тыквой. У меня тыква есть с собой. И пармезанчик. Закачаешься. Алло. Далеко ушел, Димыч? А нет, за поворот. Эту утес я вижу. Ага. Одна форель была такая, сантиков 25. Ну подходи, я тебя угощу кофе мои. У меня Слушай, назад я не пойду. для Тут тебя 2 батончика энергетических. Не, Сань, не пойду, ты догонишь. Я тут потихоньку буду совсем. Да? По-стариковски? Угу. Ну давай, хорошо. Давай. Ну что, перекусил. Димыч отказался перекусывать. Он говорит, плотно позавтракал. Ну и ловить. Поменял он перекус на забросы. То, конечно, правильно. Он перекусил сразу так. Потеплело, похорошело. Бодрячок пошел. Лес стал более зеленый.
речка более прозрачная. Ну и, само собой, конечно же, оптимизму добавилось. На часах до заката солнце еще 2 часа, так что времечко у нас еще имеется. Может, чего еще и поймаем. Ну чё? Ничего, я еще далеко не прошел. Я пробовал, пока тебя ждал, разные приманки, как они играют. Как они играют? Каждая по-своему. Откройте секрет. Вышло было? Вышло было? Вышедше? Было вышедше? Бывший вышедше? Якобы имела желание уснуть. Отснедать. Пойду на завал на тот. Я думаю, за что я зацепился? По-моему, вейдерсы порвал. Смотри, здесь колючая проволока со времен войны. Представляешь? Окопы были. Офигеть. Насколько же она долго не гниет. Представляешь, какая штука война, да, Димыч? Как она была давно, а у меня до сих пор она людям неприятности доставляет. А, ударчик, Димыч. Вот в этой струе. О, как красиво. Я не смог вот тут прокинуть, может прокинуть. Ну ладно. В прошлый раз в этом месте хариусы хорошо клевали. А ты помнишь, да? Да, это место я хорошо помню, потому что клевало. И главное, не поймешь, то ли клевать перестало, то ли нету ее здесь, да? Ну, поворот шикарный, да? Почему летом сюда не приезжаем? Такая река, блин. Рыбы, Димыч, знаешь, почему здесь нет? Посмотри, свеженькие следы этой выдры. Вон олень ходил. Вот. И выдра ходила. Они друзья. Да, вот она, выдра, тут и уже поработала. Выдрала. Выдрала все. Нет там ямы. Да, нету, по камням чиркает. Ну что, давай елку эту обшвыряем. Вот тут. На том берегу. Выманил Димыч все-таки рыбину. Хорошая была. Сейчас спросим, что за рыбина. Какого размера, я так понимаю, вот под этим завалом. Видели, да, какой дом филина? Филинодом на дереве. Что это у тебя была за рыба? Хорошая вроде. Вон там, да. Видишь, пенок за много. Встретил заброс. Вот там? Такая, ну, как бы и... Насколько хорошая? Самая хорошая за эту рыбалку? Ну, вообще за последние 2 года. Да ладно. Ну просто хорошая, да? Хорошая. А на спиннинге можешь показать? Вот так вот согнул его. Ага, да. Вот так.
Так. Ну, может, Можно, если кто не верит, там замедленную нажать. первое кольца примерно. Да, укрупнить. Трешка, наверное, не меньше, да? Ну, не дотягивал немножко. 2, 3. Ух ты. Слушай, обкидай. Кидаю, конечно. Пошли места рыбные, Димыч. Да не говори. Рано сваливать. Костян бы мог приехать за нами? Полчасика еще надо кидать. Места пошли рыбные. Возвращаться будем по ночи. У меня фонарь с собой. Блять, ни баллончика, ни ножа нет. Ну, кого ты тут боишься? Значит, на третьем забросе последовала атака у тебя, да? Ну и как и у меня под тем корнем, тоже не сразу. Обычно в таких местах она тебе сразу показывает. Да, что я тут. Ну да. Что это опять? Олени, да? Выдры нету? Ну, тут таскал. Только-только вшла. Да, вон, и бобер, наверное, таскал, да, тут. Веточки, да? Здесь тут одна должна. Классическое место, блин. Удивлюсь, если мы ничего не поймаем тут. Это знаешь, Димыч, место, к какой категории это место относится? Вот на котором я сейчас стою. Это когда ты говоришь, блин, Саня, там дальше такое место, что тебе даже уходить не захочется. Получается, это 3 дерева. Их срезали, да? И на их месте поставили домик. Приколи, какая там высота, да? Но раз у тебя поясница болит, то можно забраться туда, посмотреть, как там видончик на речку. Побыть немножко дроном, не хочешь? Я очень хочу рыбу поймать. Димыч, нельзя так сильно хотеть поймать рыбу. Чуть-чуть меньше хоти. Хорошо. Да? Когда клюнет у тебя? На 5% меньше. Где-то так, да. Хорошая сорвалась у Димыча, хорошая рыбина. Как дела, Сашка? Нормально, Костяныч, нормально. Отвлекаю, на реке стоишь по поясу в воде? Да, есть пару нормальных экземплярчиков есть. Одна такая вообще неплохая совсем. Ух ты. Щук не было, да? А? Щук не было. Щук не было. Угу. Вот, так что это самое. Что у тебя? У меня ничего, я в проводку постоял где-то полчасика, покидал, забросил... Пиво? Только проводку? Да, проводку. Забросил поплавок на дерево, конечно, на другой стороне. Оборвал, пошел в лагерь, сделал новую оснастку, пошел еще покидал, еще в другое место, в третье сходил. Ну ничего, даже нету даже намека. А парыша менял. Никакого выхода. Слушай, Костяныч, не могу, тут мне Давай, мягко давай. говоря, неудобно. Давай. По яйца стою в воде. Давай Ага. через минут 15 будем идти в лагерь уже О. по дороге. Ну хорошо, Так что давай давай, увидимся, да? давай, Давай. ага. Вот так вот. Очень классно. Мне нравится отдых. Погода отличная. Сегодня чуть-чуть что-то накрапывал дождик слегка. Но вообще никак не повлиял. То есть, ну, просто как будто тебе от фонтана немножко долетало иногда такие брызги. Вот. А так очень классно. Ветра нет. По лесу гулять одно удовольствие. Я бы и дальше гулял, но уже темно. В лесу стало темнеть. Здесь вот на Руси-то еще так светленько.
А это, в лесу темно уже. Ну и незнакомый лес. Что-то как-то углубляться сильно далеко побаиваюсь. Вот. Хотя телефон есть, вроде навигатор там можно будет включить. Но все равно. Не люблю я в незнакомых сильно лесах. Поэтому так по чуть-чуть по краешку походил. Но есть грибы. Но почему-то только вот из полезных лисички. Ни опят не встретил, ни каких-то горькушек, волнушек, рыжиков. Вот это вот насоление, вот это вот все, груздей, ничего нету. Вот. Ни зеленушек, ни фиолетовых рядовок моих любимых, ничего. Но хоть лисички, и то не зря шатался. Вот мой весь улов. За 2 похода в лес ровно 41 лисичка, большая и малая. Вот водичка буду в ней помыть, а вот ванночка буду в ней поскладывать. Уже помытые и порезанные. Приступаем. Оранжевый огонек, оранжевые лисички и оранжевая тыква, выросшая на моем огороде. Прямо у меня возле забора. Сегодня из этих ингредиентов будем делать умопомрачительную вкусную пасту с тыквой и грибами. Это было в какое-то время для меня открытие. Как тыква сочетается с грибами. Очень вкусно получается. Ну, ризотто с тыквой и грибами безумно вкусно. Паста с тыквой и грибами. А какие манты я делал однажды с тыквой и грибами. Или добавлял даже мясо. Может, мясо добавлять туда. Ужас, как вкусно. Просто слов не передать. А вообще я тыкву никогда не любил. Но когда вот это попробовал сочетание, это просто бомба, ребята. Советую. Мы сегодня попробуем это сделать. Странно, да, Димыч? Странно, что мы тут ничего не взяли в этом месте. Уже поздновато, наверное, все-таки. Да, мне кажется, как-то хочется свет, чтобы падал. А где она тогда? Ну да. Считай, там хороший участок. Этот весь хороший участок с ямой, с течением, да? И ни одного удара. Пойдем, да? Пойдем уже. Пойдем. Чесать-то нам по темноте придем в лагерь. Но красиво на речке. Хочется аж прямо здесь, ну, остаться. Не, красиво очень. Особенно там, где хвойные деревья, да, Ну где да. мох. Да и здесь красиво. Надо же, даже вот под той корягой никого не было. И камни такие стоят красивые, струи между идут. Такое летнее место, как летом, когда насекомые, шикардец. Пойдем уже потихонечку в лагерь. Блин, плечи просто отваливаются за 2 дня спиннинга с рюкзаком. Может, по кружке кофе, Димыч, легче идти будет мне? И по батончику? А? В лагере не захотим, наверное, кушать ничего. Ну да, тогда? не захотим. Не. Я захочу при любом раскладе кушать. Долбану кофейка и идти будет полегче. Рюкзак сниму на 3 минутки хотя бы. Фух. Ну тут глина, блин. Оказалось, что песок. В лес зашли, сразу темно стало. Сколько километров примерно? 6? Ты там кофе пил, Саня. Смотрите, ребята. Вот это место, блин. Какая здесь высота офигенная. Класс. Как будто на дроне сейчас летишь. Офигеть просто. Вот это да. Так и хочется взять, И прыгнул. прыгнуть и полететь над рекой, да? Не макушек елок, да, но очень высоко. Очень Смотри, какой коридор, да, такой? Да, я бы назвал это место гнездо. Тут прям стена вот.
ровная. Густо-густо. Ну что-то это место мне, Димыч, напоминает. Напоминает то место, где мы с тобой в поход ходили, где мы огород посадили. Угу. Как там наш огород сейчас? Давай. Знаешь, как мы напишем? Ну. Пишем записку человеку, владельцу этого домика, большой просьбой позвонить нам, потому что очень понравилось место. Хотелось бы сюда приехать, ну, попросить его, пустит, не пустит, приехать сюда на лагерем, постоять. Даже просто, даже не ловя рыбу, просто вот, да, провести здесь, Димыч, выходные. Особенно зимой было бы классно, не? Здесь, смотрите, лампочки, вот, везде по периметру домика. Я представляю, какой здесь красивый вид, когда эти лампочки включены и когда идешь по воде. Вот, но если отзвонят, будем здесь тоже видосик снимать, было бы круто. Что ты там пишешь? Написал: Уф, хозяин, хозяйка. Ага. Большая просьба отзвонить. Давай номер свой. Зачетное место, конечно. Типа, может, ну, как бы, у вас там есть возможность переночевать. Ну все, Димыч. Смотри. Да-да. Вентиляция. Ну, люди сюда ездят. Все, записочку. Записочку оставили, погнали. Все сделали. Так. Пошли. Не, наоборот. Да. Долгая дорога по лесу. Главное, чтобы фонарь не сел. Ну, он сейчас сядет, видишь, он уже перешел на этот экономный режим. Нелегкий будет, Дима, у нас путь. Да. Ну, пока вроде ничего. Потом... Пока ничего, я надеюсь, в откровенный лес не придется соваться. По этой тропинке и пройдем. Тропинка такая, звериная, похоже. Блин, слушай, в лес заходим, Димыч. В лес заходим. Сейчас будет развилка. Угу. По одной, скорее всего, мы сможем плюс-минус выйти на натовскую дорогу. Да. Потом по ней и тогда сюда. Либо идем сюда. Здесь, блядь, уже явно лес. Где мы сейчас, покажи. Вот. Ага. Слушай, нам 100 направо метров надо? Налево. Думаешь, сюда? Ну, блин, от натовской дороги нам дико дофига надо идти. Ну давай, типа отмечено, что тропинка какая-то есть. Ну Какая-то вот она и есть. продолжается вправо. Вот будем она. туда уходить. Вот Не, она. не так, не сейчас. Не? Еще Дальше? Медведя бы не разбудить какого-то в этих зарослях. Болото, блин. Наконец-то наша речка. А, ну это-то... А, это Где как раз Костян ловил. яма. Это где Да. Костя с поплавком ловил. Ну попробуй. Ну чё, как? Ну, пока. Пока идешь? Ну так. На грани. Ну, блин, Димыч, такой походик, да? Так прикольно, когда ты выходишь на речку и узнаешь место, которое рядом с лагерем, да?
Целый? Вы что тут делаете? Чужой. Здравствуйте. Пипец. Ну чё? Смерзли? Нет. Нет? Ну, двигались, так нет, сейчас. Двигались все время, не останавливаясь. Просто по звериной тропе шли, по лесу, в темноте. А вот сейчас обратно-то когда? Да. О, ну это да, по темноте, по звериной тропе. Это я ходил по лесу, но как только начало смеркаться, я давай домой. Да, вот сейчас вот в такой темноте. Ну, какой-то фонарик светил чуть-чуть. В каком месте мы были, офигеть? Ага. В гнезде, прям высоко-высоко над рекой. Ну ладно, не на макушке, но 2/3 елки. 2/3 елки, а снизу река петлю делает. Ой, красота. Такое, беседка там стоит, на обрыве прямо. А, беседка? На срезанных стволах деревьев, которые росли на обрыве, стоит беседка. Класс. Ну что у нас сегодня, Костяныч? Адский вкусняк? Да, я еще подсобрал этих лисичек. Супер. Всего 41 штука. Ну, С 4 десятка. с 4 десятка, да? 4 десятка, да. Ну что, ну тогда я затапливаю баню и... Да. Слушай, сегодня влажность, да? Большая. А слушай, вот вы пришли, перестал, а шел прям такой, морось такая шла. А может она идет просто... Она идет. Вот если я фонарик включаю, ее видно, а выключаешь, Да, ее да, не есть, видно. вижу тоже. Вот. Ну у вас как по рыбе? Удачно? Ну, сани более-менее. У меня 2 поймано и несколько не реализовано. У сани 3 хороших Угу. вывожено. Одна даже прям такая Покажи. Бутылка. Покажи на удочке. Я на камере покажу. На удочке покажи. Бутылка? Да, хорошая. С поклевочкой из-под коряги. Очень красиво. Вкусная, наверное, да? Наверное. Ну, Костяна, что у тебя сегодня за Макарошки. шедевр? Макарошки? Одни из любимых моих макарошек. Ой, одна убежала. Вот это, кстати, очень хороший сорт, рекомендую. Не для того, что там что-то там, какая-то реклама, а просто они очень хорошие и недорогие. Но мы бы не отказались, если бы это была реклама. Да, Костян? Нет, ни в коем случае. Зачем нам отказывать рекламодателям? Приходите, приходите, приходите. Я вас чаем угощу. Знаешь, что, Костян, я подумал? Чё? Это, пожалуй, наш первый выезд, когда мы не костром пользуемся, а мангалом, да? Я сам удивился. Это все Диман. Это все из-за него. Так кто вам запрещает костер разжечь? А уже не надо. Уже не надо, ну. Нет, ты знаешь, Да не, очень хорошо и чисто, И нету удобно никакого этого готовить. пятна. Если бы было оборудовано место для костра, то другое дело. А так здесь, ну неохота. Природу погонить. конечно. Мы уедем, и здесь все чистенько, аккуратненько будет. Но было бы костровое место, по-любому бы жгли костер бы. Ну, конечно. Все ж костер, это, как говорится, отец лесов и лагерей. Попробуй в перчатке. Да, надо. Удобнее. Так, там же засечь. Запели макароны, запели. Время же засечь. Значит, еще 5 минут. Костян, может, пока ходишь, выпьем все-таки? Нет. Как нет? Нет повода отказать тебе, Дмитрий. В этом плане нет. Ну,
Тогда не откажи. Ну давай, Спасибо. за повара. За повара. Главное, чтобы макароны соленые не были. Ну, это уж как карта ляжет. Бывали случаи, да? О, е. Саня что-то там про саке говорил? Он когда делает саке, то руки не моет. У нас сегодня в пасте будет соус. Мне надо добавить в пармезаново-яичную смесь пару ложечек воды. Не просто воды, а именно воды из-под макарон. Да. У нас здесь 6 желтков, где-то грамм 150 пармезана. Нужно вот этой водички сюда добавить. Ну так осторожно, чтобы Не сварилось? не сварилась, да. Чтобы она загустела, чтобы пармезанчик начал. Вот, все. А чтобы пожиже было немножко. И пармезан начал плавиться чуть-чуть. Еще мочки есть, можно еще ложечку. Колдунью. Да. Если у вас завалялось 2 упаковочки бекона, используйте их в этом рецепте. Но в принципе оригинальный рецепт, которым я прям вот очень горжусь и люблю, он без бекона. Но так как мы на рыбалке, нам здесь нажористость нужней, калорий много тратится, поэтому пусть бекон будет, он не помешает. Слежу за тобой. Слежу. Смотри, не пригорай. Я когда служил в армии, было такое дело. Это было очень давно. 87-89. Мы часто выезжали на полевые учения. И у нас была полевая кухня. Полевая кухня на дизеле работала, печка. И с тех пор, вот до сих пор, если я вдруг слышу запах дизельной печечки, у меня такое хорошая, приятная ассоциация с этим. Прям слюни начинают бежать, потому что для солдата обед это, это праздник. Вот. И сейчас вот как-то с этого костра тоже немножко напахнуло, хотя вроде никто дизель не лил сюда. Ну какие-то такие, может масло капнуло. Какие-то такие же запахи пошли. Потому что ты на рапсовом масле жаришь. А то дизельное, да? А может быть у вас был биодизель, Костян? Может. Знаешь же, эти биотехнологии, это получается биодизель, Да? биотворог, биосметана. Скоро будет еще биодед, биобаба, биоотец и биомать. Вчера было 2 десятка, а сегодня 4 десятка. Ну да, ты же сам вчера так говорил. Я- Мы с Саней сегодня на рыбалке продолжили эту тему, да? Я вот не помню, что я вчера говорил. Именно вот так, в такой форме, за 2 десятка. Говорил. Так. Пора. Давай. Такие были экземпляры сегодня здоровенные. Прям вот такая вот шапка. Несколько штук таких. Это лисичкиус обыкновениус, Лисичкиус оранжикус. оранжевикус желтикус. Желтикус, да.
Тонтикус и пахликус. Ой-ой-ой. Лучок, чесночок, как бы обязательная ингредиентура, агентура для грибов. Чеснок очень хорош. Грибы любят чесночок, да и лучок тоже любят. Поэтому это всегда хорошо. О, да? Пошел сразу запах? Вообще. Можно прикрыть крышечкой, чтобы он немножко прихватился. Кайф, блин. Ну что, запах костям пошел, конечно, офигенно. Да. А тыква еще будет лучше. Она как-то вот добавляет какой-то ароматики, сладости, там, не знаю. Не думайте, что это много, она осядет, растворится и будет все хорошо. Вот тут можно подсолить, конечно. Чтоб тыквы дофига. Сок даст. Ну вот даст сок, и подсолим тогда, да? Или сразу подсолим? Сразу, но это быстрее сок даст. Ну да. Ну, я не могу туда ничего возразить. Надо, значит, солиться. Видишь, как такой чуть-чуть. О, такая красота. Пошурудю немножко, видишь? Тыква вообще превратилась в пюре. Супер. Отдала весь свой аромат. Так. Теперь мы берем и вот эту яичную смесь с пармезаном, которую мы... Это пармезан комочками. Вот такой соус получился. Да? А теперь... 12 часов ночи. Да. В тыкву. А тут наоборот тыква превратится в золушку. Смотри, какая, да, консистенция классная. Ну как в Золушку? Завтра узнаем. Ну все, и макароны отправляем сюда же. Они уже немножко под... Как вы ничего не делали, хоть салата нарубил. Молодец, Димка. Ну вот. По-моему, очень симпатично. Я тебе больше скажу. С ума сойду. Человек не любит тыкву, многие не любят. Но если дать попробовать вот так вот и не говорить, он скажет, очень вкусно. Потому что это его рецепт, ребята, проверенный. Я настолько голодный, что могу даже немножко согрешить. Согреши. В том плане, что даже хочется макароны с хлебом. Да съешь. С ума сошел? Хоть рыбы у нас нет, но все равно природа нам подарила сегодня Макароны. макароны с грибами. Да. Ну, блин. Чего, накладывать? Да, я сначала салатик. Я полную чашку салата сначала съел. Тут меньше макарон. Да, чтобы меньше макарон вошло. Ну, Костян, за повара надо, Ну, как говорится, по спасибо. половинке. Как тебе, Дима? Вкусно? Вкусно, да. Такой интересный дождь, знаешь, как будто мы просто находимся в туче. Ага, есть такое. То есть нет дождя, есть просто Да.
Как будто недалеко фонтан какой-то, да? Бывает так. Из фонтана доносит немножко туманчиков. Или водопад Ниагара в полкилометра отсюда. Не был, не знаю. Я вот теперь понимаю, Костян, почему собаки не жуют. Очень вкусно, да, собакам? Я глотать хочу уже. Заставляю себя. Я вот сейчас Танька говорю. ем и думаю, как форели там едят, да? В мокроте, Под водой. не гретая, холодная. И Живое. не жуют сразу к заглот. Зато какие они красивые. Почему они такие красивые? Красные пятнышки. Зачем им красные пятнышки? Чтобы прятаться. Да там нет ничего Знак красного. отличия. Желтизна, чтобы прятаться, да. Знаешь, что не исключено, Костян? Что? Что после бани, когда будем играть в карты, Еще придется поесть. еще придется поесть. Ради бога. Потому что если я сейчас добавку положу, я переем. А потом, когда утрамбуется, нормально будет. Ну, сегодня я точно буду спать как убитый. И вот эта паста Мулизана, которая продается в Максиме и стоит всего евро 70, она настолько хорошая, что она, ну, если делать по рецепту, она не разваривается. Она прям вот крепенькая. А Хорошая. я вот мелким покупаю, мне нравится. Эти гнезда, знаешь, яичная. Да, да, да. Мне тоже нравится. Очень. В промо хорошие гнезда, такие широкие. Ну вот я в Риме сейчас покупал. Да. Варишь их, не мешаешь. Да. Ну, вообще ни капли. Да, 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 да. Воду слил, все. Супер. Ну, как отличить хорошие макароны от макарон ниже качества? Ну, Они, если смотреть, они белые, они не желтые. Белые они потому, что их сушат, их же делают, а потом сушат. Так вот, а те, которые сушат, туда ложку. те, которые сушат медленно, на низкой температуре и медленно, долго, они вот остаются беленькими. Угу. А те, которые сушат экспресс-методом, они такие темно, такие желтоватые. Это итальянцы. А коричневые? От лукавого. Итальянцы это не употребляют. Вот сегодня у нас будет баня так баня. Гудит аж. Костян, Да. ты сегодня пойдешь в баню? Да. Я мыло приготовил. Не роняй только. Нет. Дурак. Смотри, какая печка красная. Пламя тоже красное выходит, да? Ага. Речная вода? Да. Запахом форели. Речнейшая. Я вам там сверху полыньки букетик подвесил. Он дает аромат. Полыньки? Полынька, ага. Как мы без нее делали? Если б не полынь, я в баню не пошел бы. Ну да. Мокро? Отлично. Отлично. Вот тут еще есть окно. Угу. Странно, что это не бар, на это окошечко такое, знаешь, там пивасика все подали. О, класс. Эй, бармен, принесите пивка, пожалуйста. Пивка? Принесите пивка ребятам, да. У нас только мартини. Но не, Пшеничного, холодненького. пшеничного мартини.
легкого с воблачком. Вы пропадаете, исчезаете. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Сколько у вас там примерно градусов? На 102 А градусов? Трое? градусов, не знаю, под сотню. На твоих мультичасах нет термометра? У Димыча есть, но у него врут. 3 градуса. Ну, температура мне показывает тело 39 сейчас. Ничего себе. Ну да, ты же в 3 бане. градуса на улице. Ты же в бане, поэтому 39. О, отлично. Ну, давай. Красота. Хорошо. Вроде не так холодно на улице, да? Да. Я же говорю, попаримся, вытяжешься полотенце в теплой палаточке, оденешься в сухое, будешь сидеть тузом. Не, я тузом, ты королем. Гостям дамы. Я бы попросил. А не, будем все 3 туза. Будет сегодня у нас вечер 3 тузов. Нельзя сказать, что этих шнурков таскали. Не было сегодня. Ну, вообще и вчера, и сегодня их Да. не было. по Нормальные большому счету. крупные рыбки. Отлично. А где они? Забились куда-то? Под камни? Чтоб их не сожрали? под берега, я думаю. Ну, под берега мы кидали, но они все равно не выходили. Не, ну я же вытащил под берег. Мелочь? Угу. Да, слушай, ну у меня этот выход, конечно, интересно был. Крупная рыба была. А я, знаешь, думаю, попробую, ну, там сильная струя такая. Посмотреть, как крутится. Ну. Да, посмотреть, ну, типа, на какой высоте, как ты удочку держишь, когда ее начинают выкидывать в струе, и в какой момент Но это не нажимать. объективно, потому что лески маленький Не, ну запас. понятно, да. Ну, все равно ты пока там занят своими Ну да, делами да. был, я так думаю, ладно, побалуюсь. Чик-чик, знаешь, как бы поднял высоко, там начал выкидывать, потом начал удочку, кончик чуть опустил. Она опустилась до определенной, до середины Мгм. глубины. И, короче, просто, я тебе говорю, она... Странно, что ты же там прошел. Да, я переступил это бревно, Мгм. если она даже под бревном стояла. Я его переступил, и она все равно там оставалась. Так, при такой температуре я даже, наверное, если бы у нас здесь, ну, если б парились днем, и у нас здесь Можно было было бы, покунуться. и у нас здесь было бы не вот это вот мелководье, а не перекат, а яма, я бы даже пошел и спиннингом покидал бы, стоя в воде. А я думал, окунуться можно было. Нет, Я ну, бы 100% пошел тогда. ты как унись, Не, сейчас не хочу, у меня это зуб. у тебя зуб, В понедельник мне удалили зуб мудрости, да. так ты теперь стал глупее, получается, так? Не знаю. Ты Народные. это самое, да, Петросяна включил сейчас. Ну как включил? Я не выключал, он у меня на репиде. Какие-то элементарные шутки всегда готовы. Они всегда, да, то есть есть определенный набор шуток, которые, что бы ты ни сказал, будь уверен. Если Сразу твит Да. в ответ, да? Да, в принципе, Евгений Ваганович аплодирует. да, в принципе, можно общаться, я могу общаться только шутками, но петросяновского уровня. Давай, ты со мной серьезно говори, я как Ну, давай. Петросян буду. Сколько градусов сейчас в бане? О, тебе столько и не выпить. Ну давай, дальше. Давай. Почем камбала? А? А вот! Вот ты и съел! А это была твоя ответная шутка, да? Это моя, да, я за Да. тебя. Да бычку не дала. Ну это уровень Елены Степаненко. Ну так как... Не, ну ты Парируй. переигрываешь. Надо, как бы нормальная шутка, она должна быть серьезным лицом. Вот, например,
Ну что, Константин, Да. ты делал, пока мы были в бане? с Дмитрием? Дымоход чистил. Дымоход чистил? Молодец. Готовая шутка Да, была. молодец, серьезно. А что, пластилином забился? Да, сажею. Мхом зарос. Песок уже там тоже Да, присутствует. песок, да. Он снизу же вверх летит. Мгм. А как дашь под хвост, так вон, О, шапка слетает. все сосны в песке. Мгм. Ладно, пошли, Брунька. Да. Что с ним спорить? Да, не переспорить пьяного Костяна. Не переспорить пьяного Костяна, а мы опять в парилочку идем. А знаешь, Димыч, если бы Костян сейчас был с нами в бане, я бы вот сейчас пар поддавал бы, он знаешь, что сказал бы? Да. Ой, мамочки! Родные! Так ты сказал бы, Костяныч? Ну, примерно. Мама дорогая. А если бы я второй раз подал бы, ты бы, наверное, сказал бы: ой, Саня, хорош поддавать. Вот так, да? Да. А если бы я третий раз подал бы? Да ну вас нафиг, пойду я отсюда. А, ну вот. Записал, Димыч? Да? Это сценарий для будущего фильма «Баня». Ваня? Да. Кто здесь? Димыч, Ну? как дела? Я не родила. Было оно? Уже приходило? Оно приходило? Да. Не, Ну тогда позови. оно приходит, а после? Позови, когда придет. после. О, смотри, Дим, подойди сюда ближе. К деревьям? Костян, сделай ниже свет. О, подойди к дереву. Так ты можешь трапецию, знаешь, Вот как так, все? давай, Смотри, вот так. смотри. О, хля, 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 хля. Ты тень снимаешь же, да, Костян? Нет вас. Кинокомпания Параманика Pictures представляет. Биби. Это Костян, полынь. Это Действует всё на полынь. вас, да? Вынь да полынь. Вынь да полынь. Это, понимаешь, не просто полынь, это полынь трава. В данном случае это не полынь, а потолынь. А, потолынь, потому что на полку. Да? На потолку. С ею осторожно надо. С вас 5,50. Давайте до 7 евро доберем. Ага. У вас ровными будет? Да. 7,90 продлевать будете? Ну что, Костян? Отлично. Сейчас парку поддам. Легким паром. Паром. Спасибо за баню. Спасибо за компанию всем. Макароны что надо вышли, Костян. Они даже без бекона отличные выходят. Вот здесь грибы и тыква. Если тыква чуть-чуть сладкая, еще лучше. Легкость чувствую, необычайную. Саня сегодня признался, что инстасамка его любимая певица. Вот он говорил, только не раскрывать при всех это. Я не при всех. Да, Ну, Саня? ты знаешь, что инстасамка сейчас солистка у Шнура в Ленинграде? Ну, Шнур взял ее солисткой.
Ну, явно не для того, чтобы улучшить музыкальные композиции. Ну, всегда был шоуменом. Как это? Хайп. Ну, хайповым, да, он всегда был такой. Поэтому. Сам уже не может хайповать, но вот других привлекает. Когда Ленинград такая группа создавалась, Шнур не был вообще там. Может, изначально. Изначально без Шнура был Ленинград. Потом Шнур пришел. Стиль назывался у них ска. Да. А потом в попсу все превратилось. Руки из карманов, где твой документ? Знаешь, что петь? Нет. Сказал мне на московском один прохожий мент. А я? 20 с чем-то человек, и каждый играл на своем инструменте. Качество вот, ну, музыки было супер. Что-то. Что-то. Нет, туз Пики пикей. козыря. Ну что? О, борьба за туз. Это одни козыри, Костян? Почему одни? Две козыри. Ну, Димыч, Да, сейчас. ну давай. Да. Я бы Саньке бы дал, бы сразу хапнул бы. Да, Санька? Конечно. Ага. А ты что ты так менжуешься? Бери. Ну бей тогда. Бей, 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 бей. И тогда пойдешь под Саньку, а я тебе помогу. давай, а Саня. я тебе помогу. Давай, девятку. Ходи, Костян. Я хожу, да? Да. Не спи. Не сплю. 8 буби. Взял? Все. Не с кем. Беру. О, 3 девятки. Лошади ходи. Король. Угу. 7. Свои Костян, любимые. не карты. Ага. Потом, конечно, выигрываешь всех. Прости. Туз. 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 Вот, сука. Я с королем, блин, остался, прикинь. Бывает же так? Бывает. Бывает и не так. Да, бывает, и с тузом остаешься. А у меня всю партию вообще ни одного козыря. 7-8 какие-то. Крести. Козырь он, у Сани все были. Страшная бойня пойдет. Веер разберу. Дмитрий, ожидаю вашего хода. Один веер против другого веера. Веерная сейчас пойдет схватка. Плохо дело. Дмитрий Олегович. Заходи. Не знаешь, чего ходить, ходи с маленькой. В воздухе запахло самогоном. Вам капнуть, Дмитрий Олегович? Капни, да, уже там закрыть этот вопрос. Да, слушай, плохо дело. Все. А на сегодня новостей у нас больше нет. Пошел с козырей. Да. Чтобы попасть в наше онлайн-казино, отошлите код на номер 999. Для того, чтобы сделать ставку на Константина, наберите специальный код Плюс К. 048 плюс К. Если вы ставите на Дмитрия, наберите номер Димон. Это вам не Димон. Будущие мамы. Ну и все, ребят, куда вы? 7 карт нельзя уже кидать. Константин, Да? ваши действия. У меня нет никакого плана. А план перехват? Давай выпьем.
Мы будем играть по наитию. По напитию. По налитию. Налитию. Валет. Дама. Бита. Бита? Мое. Ну, тогда я выиграл. В итоге вы заработали, 0. Дмитрий заработал 4 миллиона долларов. Дмитрий, какие ваши ощущения? Ну, ничего. После этой- Ну, Хорошо, костерка-то тепло. я помню наш последний вечер, наш последний разговор. По телу твоему скользит последний мой взор. Ты сжимаешься. Нет. Твое белье на полу, ты абсолютно нога. Пой ты, Димыч, я буду Да играть. какой, ты что? Костян Костян, тут давай. поет. Костян, давай. Я не люблю и не знаю эту песню, и петь ее не буду. Припев могу. Ну давай. Последний раз ты со мной. Последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Не, давай я лучше. Давай. Последний раз ты со мной. Последний раз я... Не, Сань, это слишком серьезно. Там надо как-то поигривее. Ладно. Последний раз, последний раз, Последний раз, последний раз. Я с тобой. Последний раз. Я твой. Последний раз. Слезы из глаз текут рекой. Такут. Ах, какие удивительные ночи. Только мама моя в грусти и тревоге. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Из конца в конец апреля путь держу я. Стали звезды и крупнее, и добрее. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Мой сыночек, вспоминаю все, что было. Стали грустными глаза твои, сыночек. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. Из конца в конец апреля путь держу я. Стали звезды крупнее и добрее. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. А может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет.